польский вайб ближе. Ну, типа, я не ощущаю себя поляком, понятное дело. Ты можешь получить польский паспорт, Да. но ты не станешь поляком. С юридической точки зрения, Польша настолько безопасная страна, что ты можешь вообще абсолютно любую власть. Они типа пилят бабки вечно с Евросоюза, распиливают. В 2015 году, чтобы заработать 500 злотых, нужно было иметь как минимум работу, а не ребенка. Поляк, хочет быть паном. Несмотря на что, он хочет на своей земле оставаться паном. Мгм. На самом деле это они защищают свой какой-то культурный код. Боль, да? Да, это их культурная боль, что так произошло. В начале 2000-х подняли в Щецине архивы, и оказалось, что Гитлер был до сих пор почетным гражданином Щецина. И это такая, знаете, сформированная у них национальная травма на тему предательства, которое может совершить сосед. Сосед, да. Дорогие друзья, зачитываю свою вступительную фразу, писал ее, переделывал и даже не использовал чат GPT, это важно. Вы тоже послушайте, зацените. Сегодня мы сделаем попытку разобраться в извечном экзистенциальном вопросе. Кто такие поляки? Будем... Подождите, это еще не все. Будем исследовать антропологическую составляющую этого народа. Серьезно. Ну, ребят, вы включили канал Discovery, значит. Мы Я щас бы сказал, будем- это тянет на диссертацию. Да, но это серьезно, но это звучит как тезис на диссертацию. Ну, во-первых, я Не разобрался... все так серьезно будет, ребят, расслабьтесь. Да, именно поэтому мы позвали тебя, О, понял? спасибо большое. Во-первых, я разобрался с тем, что такое экзистенциальный, нормально, хотя бы. Что это? Мне Я тоже выговорить интересно. это не могу. Экзистенциальный. Не, мы Кризис, не будем я сейчас знаю, это обсуждать. А второе — это антропологический, и это не связано с раскопками. О, отлично. Оказывается, это наука Это про не человека. Антропология, наука про человека. Хорошо. Значит, мы автоматически приравниваем поляков к людям. людям. Это Это очень вот, хорошо. Это очень хорошо. вернули. Ребят, ребята, мы справились. Вы себя поляками ощущаете? Вы уже тут по 10 лет прожили. Да у нас же получается на троих 30 лет. Ох, ребята. На Да, троих 30 отмотали. лет. 30 лет, да, 10 лет будет 3 марта у меня. Как я У тут. меня 10 лет в августе было. Вопрос, какими картами побыта мы будем это праздновать? да? Кто ты, воин, через Есть 10 лет в Польше? Подарочная карта побыта. Ты вот так вот стираешь монеткой, а там написано, что у тебя на 3 дня она. Да. И через сколько нам написано, через сколько месяцев Пацаны, подачи? у меня есть- Слушай, я ощущаю реально, ну типа мне по кайфу тут. Расскажи, уже как это спустя. быть поляком. Это ты не ожидал, да, такого вопроса? Да-да-да. Ребят, ну это бигас. Вот, отлично. Пироги, лайк. Кебаб. Фрытки. С Просто- Хабовым. С Хабовым. Хабовым вообще. Чуваки, я блогера смотрю, он ходит, еду пробует. Ох, он столько кебабов попробовал польских. Польских? Вообще, да, польских. Вообще разъем. Ты хоть Но да, при этом, при всем том изобилии еды, поляки не жирные. Не, они смотрю, жирные. кстати, да. Прям как-то Кстати, нормально. не как американцы. Мгм. Да, это сам. Ну, короче, ты себя ощущаешь поляком, да? Ну, типа, я ощущаю Ну, себя объясни уже, эту мне уже ситуацию. польский вайб ближе. Ну, типа, я не ощущаю себя поляком, понятное дело, что, ну, не знаю, я вообще не понимаю, как это ощутить себя поляком. Или ощутить себя кем-то, кроме как самим собой. Да. Просто, типа, вот этот вайб по-польски мне очень близок. Тем более, когда я еду выступать там в Германию или в Чехию, я возвращаюсь в Польшу, такой, господи, я дома, я людей понимаю, тут да. автобусы круглосуточно ездят. Ну, Курица типа, не птица, Польша не за граница, получается. ну, типа, да, я как дома, мне прям по Дома, кайфу. да. Ну, и в целом, типа... А ты в Варшаве все время прожил, да? Я 5 лет прожил в Познане. А, в И это вообще другая Польша, чувак. Вообще другая. А где настоящая Польша? Настоящая Польша? Ну, говорят же, что по столице стран сложно Нет, судить. очень сложно, на самом типа- это правда, очень сложная, очень странно, тем более тут она больше сейчас. Сейчас я бы сказал, Варшава это Киев. да, Киев второй 2, Киев. я бы назвал. Да, Вот да. так на карте бы Киев 2. Я бы сказал, Киев 0-2. Судя по всему, что можно делать там и можно делать тут, ну, как бы до войны, да. Блин, Но- ну я так не тусовался в Киеве, может, как вы или как другие люди, но я... Ну, Ты в ощущение... водка-баре был? Просто В водка-баре? Да. В польском. Нет, Нет, в что Киеве. за водка-бар? В Киеве. Все, ты не был. Нет, Ты, все, ну, извините. не был Ты в не был на водка-баре, китайской ты- стене, ты не был в Китае. Водка-бар в Киеве, ребят. Ну, зато тут есть этот формат. Тут есть этот прям формат, где вот ты заходишь на шотики и так далее. Вот в Украине я такого не видел. Может быть, сейчас есть? Да, вот, есть. да. Я первое, что я в Познане, куда меня повели поляки, это в пияльня водки и пива Вот. на шоты, на вот эти вот. Да. И вы накидались, да? Накидались знатно вообще. Я Очень тоже, знатно. я свою жену соблазнял. Первое, куда ее привел, это, говорю, смотри, и завожу ее в ближайшую кафешку, и там запеканка.
Говорю, я тебе сейчас покажу такую вещь, запеканка. Она же ждала это самое, я ей приношу вот такую штуку. Говорю, вот Ну, она, это в смысле польская. 10 лет назад или вчера? Да, не, ну вот когда я жену свою кадрил 7 лет назад, когда я ее приводил сюда окей. на презентацию. Да, запеканка, первое блюдо. Мир разделяется на две категории. Первый — это те, кто еще больше смотрит этот быстрый мусорный контент, и на тех, у кого есть потребность смотреть классный, глубокий контент. Я верю в то, что подкасты — это один из лучших способов быстро создать связь с аудиторией, раскрыть вас как бренд личности, либо ваш продукт. Я знаю, что многие из вас хотели бы быть на этом месте и записать подкаст на самом большом YouTube-канале о бизнесе в Польше. И отличные новости. Сейчас это возможно. Внизу под видео есть ссылка. Там вы найдете формат работы, наши кейсы, отзывы и стоимость. Буду рад сотрудничать с вами и продолжаем смотреть выпуск. Где Польша, ты спрашивал? Я сейчас пытаюсь подумать. Ну, вот Где Польша внутри тебя? Как она отпечаталась внутри вас? Вот прямо отпечаталась? Вы чувствуете, Ну, что типа, да? для меня в Познане, 100% в Познане, потому что там меньше иммигрантов, там больше поляков, там больше, ну и плюс вообще в целом Познань, вот эта часть, она совершенно другая. То есть это как Шлёнск, как Подляще, как возле Белого Стока. Я не Ты помню, вот это как со они своими называют. матюками, это города были, если что. Да, ну то есть это вот такие вот культурные агломерации, где вот что-то по-другому поляки делают, говорят или едят, или называют еду по-другому. Вот это. Это там. Это вот такая Отрезаем часть. Варшаву как второй Киев. Конечно, Сейчас, да? отрезаем 100%. Да. Ну, я так как 9 лет прожил в Кракове, да, то ну, Польша для меня, она типа Краков, да, она такая медленная, размеренная, спокойная, да. С пробками на Рондо к Жигужецке. Да, с возможностью объехать город за полчаса, знаешь, ну, то есть вот это вот для Да. меня Польша. Ну, для меня вот в Познане я вообще первый раз, когда просто ты идешь и просто супер космические трамваи едут. Ты такой... Типа новые? Типа, чувак, ну они, ну я не знаю, они парят в воздухе. Я не Тесла знаю. трамваи, да? Я не знаю. И ты заходишь внутрь, платишь там 3,5 злотых, и ты такой, я этим пользуюсь. Что-то заходишь в новости, и мэр такой, да-да-да, мы закупили новый трамвай. Я такой, да ну, пошли в хуй, ну нигде не покупают новые. Мы все на старых всю жизнь ездим. Да кто покупает новый трамвай? Потом они тебе 2 ронда переделали каких-то. Ты такой, да идите. Что тут происходит? Это Польша или что За чьи это такое? деньги самое? Да, ну типа я там увидел прогресс. Вот, напомню, я там прожил 5 лет, и за 5 лет город поменялся кардинально. Прям захотелось поехать туда Плюс я посмотреть. сейчас приезжаю туда выступать, и это вообще другой город. Я просто хожу прям как будто... То есть не надо теперь ехать в Японию, чтобы посмотреть будущее. Нет, Можно поехать в достаточно Познань. поехать В в Познань. Познане очень атмосферно и круто, правда. Ну, интересно, продано, продано. Сильный кейс. Мгм. Возвращаясь к вопросу, кем мы себя чувствуем, да, через 10 лет. Я, сейчас, к сожалению, наверное, чувствую себя в Польше до сих пор иностранцем, который все так же в подвешенном состоянии с картами по быту, нотку негатива, да, тут у нас будет добрый полицейский, злой полицейский. Ну, типа, это просто из-за документов. в основном. Но, задавая вопрос себе Да. и кучу знакомых, которые работают и занимаются разными вещами в Польше, да, кто-то работает на заводе, кто-то мама-домохозяйка, кто-то предприниматель, я задавал им сегодня вопрос, звонил, кем ты себя чувствуешь и хочешь ли ты вернуться? Никто не сказал, что хочет вернуться. Ну вот никто не сказал. Я Да. чувствую себя иностранцем, который не хочет возвращаться домой. Парадокс, да, Да, какой-то. да, да. Вот примерно я такая ж, история. последний раз был в Украине, что в 2020 году, за 4 дня до начала ковида. Я вернулся в Польшу, и я каждый раз возвращался в Украину, и я такой, да блин, я там какие-то нюансы там замечаю, не знаю, в маркетинге или там просто там в торговых центрах, в метро. Я В такой, суспільстві. да, в суспільстве, ну типа все верно, в обществе. Я такой, да блин, как-то поляки все по-другому порешали, мне вот там вот это вот приятнее, чем Да. как они сделали, чем вот это. То есть я возвращался в Киев, как будто типа за границу наоборот. Да, А вот приезжал да. в Познань и такой, о, тут я понимаю, как вы. У вас есть какая-то внутренняя травма или обида в контексте Польши, что вот Польша вам чего-то не додала, чего-то вам не хватило за эти 10 лет? Типа по документам только вопросы. На Ну, полном серьезе. паспорт не только по додала, документам, да. они реально заебали Лет, эту всю да. тягомотину, просто вот эти рассмотрения, вот это у вас много, вы иди нахуй, нас всегда было много, это вы не вывозите. Но это факт. И это вы на этом зарабатываете? И это вы на этом зарабатываете. Ну. Мы клиенты, и вы такую услугу делаете да. для нас, для клиентов. Ну, Я короче, думаю, по PNL у них там нормально все бьется. Ну, типа, есть операционные расходы на инспектора, там, на менеджмент, но по PNL, я уверен, это предприятие работает только в плюс.
Да, безусловно. Я просто, для меня, я не такие умные слова, как ты знаешь. PNL я сам не понял. Он что сгенерировал я- это просто, чат GPT да. у Ну, меня для меня, сгенерировал. короче, знаете, в чем был парадокс? Я вот после 22 года, я ходил в Ужин, подавался на документы, и объективно нас на несколько миллионов больше тут стало, то есть на Да. несколько миллионов больше клиентов, они даже цены подняли на услуги. Я прихожу в Ужин, все те же 10 окошек с тетями И сидят. ты заметил, тетя была та же? Да, Просто скорее всего, смотри, да. Не, просто это интересная история, да? Отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Я недавно ездил в Краков, возвращался. Нужно было решить вопросики. И я захожу в Ужонт, и там сидит та тетя, которая была моим инспектором, когда я подавался на первую карту по быту по бизнесу, и она меня заводила и проводила мне собеседование. То есть на тему 9 лет бизнеса. назад. Да, 9 на лет тему назад. бизнеса в Офигеть. Польше. Я ее запомнил. И она сидит постаревшая такая уже, приуставшая, приунывшая, но она та же Я сидит. такая, ну что ты, Стас, как Что ты? ты? Не, я такой закажу, она, что ты, грязь? Как дети, как внуки. Ну я в плане, что... Причем на русском говорит это, да? Не на украинском. Ну, кстати, а ну, я, они а я там- ей говорю, а чему мова оккупанта? Да. Ну, кстати, они там вообще не старые, они тут на польском, на таком быстром говорят, что... Да. Я когда последний раз был в Ужанде, я такой, блин, тут уже индусы и грузины, и все, и она выходит такая, номер 364, и ты такой, да они не поняли, повтори медленнее, никто не Мне услышал, кажется, какой даже номер. поляки не поняли. Да, они вообще плевать хотели. И я по поводу чего? Что они такие, да, мы задерживаем, вас много. Да, те же 10 окошек и остались, которые работают. Для такого количества наплыва иммигрантов надо отдельное здание еще снимать, Да. чтобы обработать эти все заявки. Они все время комбинируют с IT с очередями какими-то. Да. А давайте вы, Электронную очередь Вы же делать. это, очереди любите? А давайте, чтобы вы на морозе не стояли, вы будете просто висеть в электронной очереди. Да, но у себя дома. Ну, у себя дома, да. Ну, в Варшаве нормально упростили систему. Чтобы зарегистрироваться на карту побыту, тебе уже надо не на одном сайте зарегистрироваться, а на двух. Но И это- словить окошко в понедельник, которое длится 10 минут, чтобы попасть в 10 эту секунд. очередь. Ну, Каждый это простой смертный интерактив, сможет. видите, они Да, за нас да, заботятся, да, чтобы да. нам не скучно было. Короче, ну, пацаны, вы довольны, претензия по Польше только вот к легализации. Да. В целом я доволен. Инфраструктура мне нравится, типа все ок, все эти трамвайчики, автобусы, поезда вообще. Я часто катаюсь, ну типа Пиндалина, это... Для меня это было будущее удивление в вообще. принципе, когда ты видишь расписание на маршрутку, и она приходит... на автобус. Да, прошу первый прощения. шок. И это он приходит расписание минута на в минуту, автобус. ты прикинь? Да, вот это было... Я помню моменты, когда я в Жулянах приземлялся, вот еще давно-давно, когда летать Да, можно еще было. можно было летать, Да-да-да, я приземляюсь в Жулянах, прохожу там метров 100 на эту бедную остановку, я такой, так, а где тут расписание? Поднимаю глаза, а на 10 метрах от тебя вот там, вот и такой... Целись, да. Раз в 43 минуты. Ну, я понял, подождем, бля. Да. Як до Яда. Потом тут же ж есть, можно прям следить. Приложение, Следи, да. где едет твой автобус, понимаешь, просто по городу. Я не знал Да, этого. да, есть такая история. Ну, это сильно, я считаю. Какие это у вас чушь. документы? Давайте, мы как бы это все так обсуждаем. А что у вас по документам? У меня продление предыдущей карты побыта и ожидание новой. Да. А у тебя? У меня карта двухготребного резидента. Уху! Хорош! Со второго раза. Со второго Браво, раза. Браво. Да. А у тебя? Карта побыта. Так какая? Ты, Часовая. ты уточняют. уже. Это Да, первая, люди деловые. получается. Это ж Мы первая тут- карта побыта. Сразу видно по ответу. Потому что еще говорят, Карта карта побыта. Да, да. Мне отказали в карте резидента, и у меня карта побыта. Мы там которую все я жду. были. Мы все там были. Я вот мне тоже отказали в резиденте, у меня продление предыдущего часового и ожидание нового пластика. Мне тоже отказали в резиденте. Я промотал 3 года круг и вернулся второй раз, и тоже чуть не отказали. Я вот думаю, что же меня, смущает ли меня что-то в Польше за эти 10 Да, лет? Стас. Выглядит так, что как будто все претензии только к себе. Ну, типа, Польша классное место, зарабатываешь больше, пожалуйста, есть возможность, где эти деньги тратить, да.
переезжай в Варшаву. Всегда найдешь, куда потратить. Зарабатываешь меньше. Либо едь в Плотск и купи Плотск. Купи просто Плотск за эти все деньги. За свои 5000 злотых зарабатываешь. Я проверял в Плотске, реально дешевые квартиры еще. Просто надо ехать в Плотск. Это было до нашего подкаста. Сейчас выкупят. Все криптоинвесторы, которые нас слушают. Соответственно, выглядит так, что Польша, я доволен всем. Вопрос легализации, да. К вопросу легализации. Да. Знаем ли мы, как выглядит легализация в других странах? Вот. Я знаю, что в Испании легче вроде бы как. Ребята за 1-2 месяца получают. Но что там дальше? Там по Германии Да и так все далее. говорят Да. про эту Испанию, аж бесят просто. Да, Все да. говорят. Знаете, в Германии тоже долго это все работает. Может, не так, как в Но Польше, опять же, давайте честно, мы говорим про какой класс людей, которые приехали и сразу хреначат на работе по несколько часов, у них есть трудоустройство, но они ради этих документов просто хренач. Или про нас, которые что-то придумали и такие, давайте будем делать там бизнес, дело, что-то реализовывать, и через это легализироваться. Да, это тоже согласен. Ты понимаешь, что те, кто хреначит на работе, карты побыта, они получают легче, чем те, кто бизнес хреначит. Так и есть. Кстати, да. Самое это обидное. Какие у вас есть претензии какие-то к полякам? Претензии к полякам. Это не обязательно претензия, а вот какой-то момент, да, я напомню, у нас видео называется «Культурный код поляков», мы вообще-то еще к теме не перешли даже. Да Не, классное введение, какая разница, пусть люди там попишут в комментариях, что они думают про Польшу, это нормально. Пусть поляки напишут, что они думают про нас. Поляки умеют писать. Они пишут. Кстати, прям реально. да. Они не пишут боятся комментарии. жаловаться, и они верят еще в отзывы. Ребята, на Google картах на Google отзывы, картах, я да. восхищаюсь этим просто. Да. Или просто комментарий. У меня есть YouTube на польском языке, я там стендапы выкладываю. Поляки пишут. Поляки пишут. То есть я хоть там в Инстаграме или там где-то через соцсети, через украинцев пытаюсь. Не, вообще. Просто попадають в поляка, і поляк такий, śmieszny gość, bardzo dobry żarty, ale trzeba trochę lepiej, coś takiego. Или там, не подоба mi się, ты coś там нашу пражешь. То есть что-то пишут все равно, мне нравится это, они принимают участие. Мало того, я даже встречал поляка, который подал на другого поляка в суд за тот отзыв, который тот оставил про его бизнес на этот самый, мол, этот отзыв на Гугле дискриминирует меня. И он подал в суд. И он выиграл суд или нет, не знаю? Я не знаю, чем эта история закончилась, но это тоже часть вещей, которые я замечаю, да. Но они прям могут судиться и так далее. Потому что я с Украиной в эту систему не верю, да, суды, защита через государство своих интересов. То есть есть какой-то осадок, что там ничего не получится, надо самому себя как-то защищать. Да. А вот тут и товарищ у нас есть, который учился на юридическом. Он говорит, он проходил практику в Кракове в суде. Говорит, у нас есть такая бабка, которая, говорит, скучно живется, и она каждую неделю приходит и просто на кого-то подает в суд. По приколу, она научилась делать эти внёски. Писать. И она просто полька, и она просто подает в суд. Человек возможностью пользуется. Да. Я понял, чтобы я попросил их улучшить. Пусть поляки, пожалуйста, быстрее на имейлы отвечают. Как вариант, кстати. Это это просто, когда мне нужно зал какой-то снять, какое-то место для выступления, это просто месяцами может переписка длиться. Но опять же, в Германии это был бы год, тут месяц. Возможно, я без понятия. У меня такое есть интуитивное. Да, я понял, что надо сделать. Нам надо сейчас очертить карту и территорию, да, чтобы понять, откуда мы и с чем мы сравниваем. Даже это не американцы, не японцы. Я с села, я родился в селе. То есть, грубо говоря, у нас тут 3 украинца собралось. Да. Я из Макеевки. Из Макеевки, из Донецкой области. Я из села Минчикур из Запорожской области. Спасибо, Стас. Это я шучу, да. А ты? Я из села Минчикур из Запорожской области, получается. А я из места Энергодар, Запорожская область. Шишабарза. По сферам, да, у нас есть здесь человек, который 10 лет пробегал по ужондам. То есть человек, который занимался легализацией, консалтингом, и моя роль заключалась как раз коммуницировать с польскими бухгалтерами, налоговыми, ЗУСами, всеми ужондами и так далее. Соответственно, моя карта реальности, я соприкасался с этой частью людей, да? Да. Твоя, как маркетолога, как консультанта. Таролога. Я таролог. Я такой чисто таролог, нумеролог. Ты прообщался эти 10 лет с предпринимателями, у которых бизнесы в Польше, и ты... На самом деле, да, ты классную тему задел. Я в этом плане самый из вас ограниченный какой-то, поняли? Потому что вы больше, чем я, взаимодействовали с Польшей вообще, как с контекстом. Чувак, я вообще первые 5 лет только с поляками. То есть я польский университет закончил. Я работал,
Да, я политехнику в Познанскую закончил, магистра получил, и 2 года еще Класс, докторских курсов у меня, недописанная диссертация. Так я тебя переименую, доктор Андрей будет. И Ты доктор наук. Не-не-не, почти доктор наук. Ну, я открыл, это называется пшевод докторский, ты открываешь, это когда научная комиссия в университете утверждает твои тезисы, Прикольно. открывают постемпование вот это вот, и ты можешь после этого в любой момент вообще своей жизни закончить эту диссертацию. Если бы я этого не сделал, то все. То есть я вот... То есть ты окно возможностей оставил? Да, и То есть можно сохраниться, несгораемая Ты цифра. засейвился. Да, 3 года преподавал в университете на польском, и еще Ого. 2 года работал в конструкторском бюро, делал проекты строительные, тоже тупо с поляками просто. Ого. Я и И дошел до уровня, который, мне кажется, один из самых высоких уровней. Это... Уровень бог? Да, это когда ты можешь, ну, то есть у меня никогда не получалось шутить, держать внимание, Да. как-то вовлекать аудиторию, что-то там продавать. Да. А ты дошел до уровня, когда ты можешь полякам создавать настроение, когда они могут шутить над твоими шутками. Смотрите. Ну, то есть это раз насколько уж- надо понимать менталитет? Да, я последние 5 лет стендапом занимаюсь, и на польском в том числе я выступаю. Ну да. Да. И это одна из таких моментов, да, я когда думал над выпуском «Культурный код поляков», что же такое дать, записать, и я понял, ты такой ангельский свет, и ты стоишь, понял? И я такой вижу твой лик и думаю, блин, это должен быть он, человек, Да, который да. соприкасается. Ну, для меня юмор — это вышка, да, Высшая это высший форма пилотаж, искусства, потому что да. это один из офигенных показателей культурного кода страны. Конечно. Шутки — это Да. то, что через нас проходит. Черный юмор, серый, белый юмор, да. Ну ладно, скажи что-нибудь ты. Я чувствую. Да, я понял тебя. Да в целом творчество, любая сфера творчества в стране, она отображает действительно там потребности или проблемы данного времени общества. Общество, да. И мы в этом плане, Виталий Юрьевич сегодня расскажет это со стороны связки обцекраевцы Орас Ужонды, разные, Окей, да. давай. Я со стороны того, как вот сюда приезжают предприниматели, что они говорят про Польшу, я постоянно работаю с их возражениями, я кручусь в этом. Я застрял, пацаны, в 5 измерении. Не, ну Как спрос, фильм- продажи, Да, налоги. я как в фильме «Интерстеллар», да, в конце. Вот я вот там Недавно застрял. 10 лет было этому фильму. Я его смотрел просто недавно. Короче, там был физик, который консультировал Да, Нолана по физике. По физике. По По черным черной дырам. дыре, горгонзола, вот это, и все остальное. Гранола, горгонзола, ну, И по знаете. сырам тоже. Знаете, да? Это у него есть книжка. Она написана нормальным человеческим языком, не физическим, да, вот этим вот всем. И, Для народа. Да, я ее хочу купить и прочитать. Он там рассказывает, как на основе фильма, там про черную дыру, про эти все явления, про Интересно. то, какая планета реально должна быть, чтобы люди могли ее заселить. А инсайды, пожалуйста, потом свой телеграм-канал. И инсайды я скину телеграм-канал. У меня есть Супер. И телеграм-канал. мы, если кто-то соберется уехать из Польши, то только на другую планету. То и- только на Да. горгонзолу. и заселяться, размножаться, Да. безусловно. Так вот, я застрял в этом 5 измерении, Да, между нашими и поляками. А ты вообще, получается, представитель исконно польской Династии. Нет, ну я тоже Династия, да. балансирую. Слушай, я тоже же балансирую. Я Ну же ладно, не только да, на да. польском Не, ну выступаю. просто когда ты за универ рассказал и за Это сильно, контекст, да. где ты работал, это Сильная, скажем так. Ну, это был, да, такой мощный бэкграунд. Но я до этого не ценил так сильно. У меня просто так сумбурно все прошло. Знаете, в моменте не ценишь. Когда это все проходит, ты такой, диплом магистра, что-то там почти диссертация, что-то в университете Да. преподавал, что-то. Сидишь, бывает, так вечерами. Накрутил и себе такой, бигудей, да? И Ну, такой сидишь уже в мантии, да? Да, ну типа польский очень сильно в меня впечатался, на самом деле. Мне кажется, у меня дочь сейчас подрастает, она в основном на польском говорит, и сильно. я не знаю, наверное, никогда в жизни польский не забуду. И в Скоро целом- она будет тебя учить польскому. Да, так и есть. Все. И теперь, когда мы поняли who is who, да, да. с каких ролей мы будем, Давайте. то есть, что нам удалось посмотреть из всей Польши, да, Давайте. можем дальше Насыпать, продолжать да? по вопросу. Что для вас такое нация, что для вас такое страна? Мне интересно вот ваше видение, и я вам зачитаю то, что чат GPT думает на этот счет. Ого, да, как мы можем соревноваться с чатом GPT? А, У меня есть никто- возмущение никто по не этому со- поводу. Давай, возмущение. Знаешь, давай. какое? Я спрашивал недавно, то есть у меня дочь родилась в Польше. Вот она родилась в Кракове, в Уяздке, классный роддом, все нам понравилось и так далее. Поздравляем, кстати. Да, спасибо большое. И вас тоже поздравляем. Ой, и меня да, спасибо наши большое. дочери и подружки. Да, если поздравьте что, да. нас с рождением дочерей. Доставайте детей своих. Так вот, скоро там, ну, там у меня будет польский паспорт, у нее тоже, соответственно, автоматом будет польский паспорт. И самое обидное, что это не делает ее полькой.
Понимаешь? То есть она будет обывателем Польши, но она не будет, ну вот как «Jestem Polakiem», да, то есть она не будет полькой. Ты прав. Любой вот давайте обсуждать. среднестатистический поляк скажет, она Не, не не, полька. не чисто, это, Нет, полукровка, не чис- полукровка, да, понимаешь? ну, Понимаешь, окей, в чем суть? продолжение То есть прошлого ты можешь, то есть тебе не стать поляком. Вот, то есть ты можешь получить польский паспорт, Да. но ты не станешь поляком. А от как же этого, стать да? поляком? Так хочется стать. Легче стать русалкой, понимаешь? Знаешь, по поводу стать русалкой, знаешь этот прикол? Нет. В Гугле есть поисковые подсказки. Это когда ты вводишь, начинаешь вводить запрос, и замечал, там выскакивает Да-да-да, предложение. предложение. Это называется поисковые подсказки. Так вот, если ты хочешь понять, какой ты человек и что Google думает про тебя, напиши слово «как стать» и посмотри подсказки, Выдачу. Да, которые да. он тебе предлагает. Да, Мне было как стать русалкой, как стать вампиром. давай, пиши просто «как Давай. стать» и смотри подсказки. Ну, у меня «как стать поляком». Мне понятно. заходить в Google или просто... PS. Я в Safari зашел. Ну да, так я вот отсюда вижу, у тебя инкогнито браузер. Это не инкогнито, это Safari. А, все, это обычный. защита. Как? Смотри мне. Как стать... Как- Как стать принцессой. Нормально. Как стать партнером Uber. Как стать донором почки. Класс. Хорош. Добро Так пожаловать интересно в сейчас. Big Data. Извольте, у меня как стать выше. Ого. Доклеить ноги. Ну Да хорошо. куда же еще выше, Стас? Да, Куда да. выше? Да, отвлеклись. Что же такое нация, что такое государство, что такое... Ну, еще какое-то умное слово. Я вам расскажу потом, что ChatGPT на это думает. Как вы считаете, что определяет любой народ и нацию? Что определяет... Еще раз. Есть ответ. Все, зеленая кнопка была. Да. Давай. Вы пока подумайте. Смотрите, нация, да, и Да. государство. Ну, как для меня, опять же, субъективно, ребят, вы тоже поделитесь своими мнениями, я сразу ко всем вам. Государство, географическая история, Да. объединенная какими-то там, Границами, да, да. границами, которые, как показала практика, ну, некоторые двигают, да, Относительно, да. и которая на тебя дает, ну, как бы паспорт, который, по сути, тебя обязывает, ну, то есть дает тебе определенные привилегии, допустим, там, безвиз в Евросоюзе, либо еще что-то, ну, и на тебя накидывают какие-то обязательства, допустим, там, налоговые обязательства, либо обязательно военная служба в некоторых странах и так далее, и так То далее. есть ты хотел сказать «соч за соч». Да, ЦОЧ за ЦОЧ. Это как бы юридическая история. Вот Да, если вот окей. это вот как бы юридическая история. Это, и А это вот было нация государство? это про государство. Это про государство. А вот нация Окей. для меня это больше как раз про культурный код. Украинцы, да, то есть, допустим, смотрим передачу «Мастер-шеф» с женой, да, по вечерам, пока готовим. И там есть такой Эктор, он, по-моему, с Латинской Америки. Вот он как бы, не знаю, имеет он паспорт украинский или нет, да, то есть как бы он, может быть, он не гражданин, но он настолько проникся любовью, культурой к Украине, он уже там пробует даже говорить на украинском, что его можно назвать украинцем. То есть я его могу назвать. Да, Он прям- конечно, квоты по украинскому языку подняли, надо вывозить на украинском на телевидении, да, конечно, он будет. Соответственно, это история, язык, традиции и, наверное, любовь, желание, ну, как бы там, постоять за свое. И Это самое. Да. Хорошо. То есть очень интересно. Это типа про поляков, это как понять, он типа поляк по нации или нет. Это когда они, типа, «Jestem Polakiem». Вот. Ну, это а типа почему ты про- говоришь, почему вы говорите, что ваши дети там, ну, Виталик, да, сказал, ты это не Да, сказал? не надо, да, Кстати, это он из- сказал. Давай, Здорово, давай. да? Не, надо сказала сказать тебе. Пацан сказал, пацан сделал, да? Надо за базар отвечать. Почему она не станет, да, ты говоришь? Ну, В каком ме- контексте? да, для меня она как бы может и станет, но поляки исконные, да, они могут говорить, ну, типа полукровка, да, и всякие аргументы. То есть, может быть, идеальный язык, может быть, человек прожить всю жизнь в Польше, может, он там родился, но если он родился, получается только по праву крови. То есть только если ты родился от Получается, поляка. еврейская какая-то тема Да, сейчас да, пошла, да, да. Ну, Ну, наверное. условно. Не знаю, короче, Вам слово, у меня, молодой да, человек. спасибо большое. Я более коротко. Для меня, типа, нация, ты сказал, или национальность, это то, о чем люди говорят за столом во время праздников, когда Да. вместе собираются. Народ Вот. и нация, вот. Народ и нация, вот. Да. Вот это, мне кажется, определяющая штука. Потому что я Еще был- раз, то, о чем люди говорят. Говорят за столом во время семейных, ну, во время праздников, когда все вместе собираются за столом. Это Ага. очень важно. Я был в польских семьях некоторых, ну, на празднике, и я был удивлен, насколько там живое общение вообще там. В целом, я вот сидел, наблюдал за этим, я сравнивал там со своим прошлым, и это совершенно две разные. И это, кстати, большое такое вкрапление в культурный код, мне кажется, поляков. Вот среди всех, с кем я сегодня поговорил,
да, по поводу того с вопросом, кто такой поляк, расскажи, кто такой поляк. Общий знаменатель у всех, типа, как они накидывали там всякие слова, там говорили, типа, они медленные, они порядочные, они перестраховываются, там, тут у каждого что-то свое, кто-то там, они душные, нудные. Общий знаменатель, поляки — это про семью. И вот мне кажется, где, но вот именно в Польше, вот эта семья как ячейка общества, вот оно так и есть. Ну, я думаю, это точно межуется с тем, что это католическая страна, а католицизм — это в первую очередь семья. Да. Еще исторический контекст очень важен, и исторический контекст, и то, как им сейчас распоряжаются там нынешняя власть или нынешние там представители меньшинств, и какой вектор они берут. А исторический контекст в Польше, извините меня, Да, вот тут сказал, как доктор наук. Ну, типа, да, очень Я много путешествую по Польше, и везде, сейчас в очень острую тему, зайдем в тему языка, потому что мы хоть из Украины говорим на русском языке, и говорим еще и на украинском, а еще сейчас и на польском говорим, мы много языков знаем. И получается, мы знаем много мов оккупанта? Да, можно так сказать. Ну, это если утрировать. Я про то, что, типа, должно пройти время, чтобы вопрос языка в Украине утрясся, и вот на примере с Польшей, то есть пока они реально не избавились от коммунистов, от русских, там, в 50-х годах, начало 60-х, прикиньте, сколько времени прошло. И сейчас ты едешь в любой конец Польши, даже который ближе к Германии, там люди на польском все равно говорят. То есть ты в любой точке Польши ты попадаешь в польский язык. Интересно. То есть не будет ни русского, ни украинского, ни немецкого, ни английского. Да. Будут свои акценты, типа как в Закопано ты открываешь меню, и ты не можешь прочитать там какой-то другой польский. Ну вот Закопано. с этим вот они очень четко справились, что они не хотят вот ничего общего иметь вот с теми народами. И вот это как раз про народность, мне кажется, типа наш язык, мы его принимаем, и причем не потому что заставили, а потому что мы как бы так хотим. Ну и тоже общаясь со взрослыми поляками, многие поляки знают русский только потому, что это вот какой-то бэкграунд, потому что в школе когда-то им навязывали русский. То есть я, если честно, я не видел ни одного украиноязычного поляка, который бы такой, я специально учу украинский. Типа, зачем, чувак? Я видел. У нас был партнер одно время там по бухгалтерии, и он начал учить украинский язык. Ну, потому что мы начали давать много как бы клиентов с Украины, и он быстро бросил это дело. Он перешел на русский язык. Начал учить русский язык, потому что сказал, вы украинцы, вы сами украинский не знаете. Ну, типа, это жестко. Смотри, это жестко, но так как бы у нас был такой личный разговор, такая просто беседа, мы там тоже на тему культуры общались, и он как бы это в такой, типа, шуточной форме, но он говорит, что, типа, я с украинцами на украинском общаюсь, и вы сами некоторые слова забываете, и я вижу, как вам, некоторым, кто приезжал, вам некомфортно говорить на украинском языке, и люди со мной переходили на русский либо на английский. А по поводу русского, кстати, тут две вещи. Я спрашивал, поляков, там, кто постарше, а почему знаете, как бы, откуда вы знаете русский язык, зачем вы его учили в школе? У вас, типа, обязаловка была и так далее. И они, часть из них отвечали, что нам в школе говорили, что надо знать врага в лицо. То есть надо говорить на языке врага, чтобы лучше его понимать. Вот прям это вот олдтаймеры мне такие говорят. Да, я кстати, сколько раз с поляками в Блаблакаре ехал, и когда с поляками едешь в Блаблакаре, они узнают, что ты из Украины, начинается 3-часовой политический подкаст за дорогу. И, абсолютно все поляки такие... вот с той стороны Германия вообще нам не друзья никогда. Да. Никогда, да. Приколы Евросоюза мы выкупаем, но, чуваки, подвоха можно ждать в любой момент. Да. А с той стороны русские тоже вообще ненавидим просто. Типа мы вот тут вот сами по себе, оставьте нас в покое, нас и так жестко несколько десятков лет с двух сторон. Да. Только вроде бы окопались со своей валютой. Знаете, что чат GPT пишет на этот вопрос? Еще раз вопрос. Как вы считаете, что определяет любой народ или нацию? Первое. Культурные особенности. Второе. Социальный аспект. Третье. Историческое влияние. И четвертое, очень интересно, это мировоззренческие аспекты. Вот это интересно. Да. О чем мечтают поляки? То есть украинская мечта уехать в Польшу, в Европу, начать зарабатывать. Вот. Есть американская мечта приехать с $1 в Америку как иммигрант, в итоге получить паспорт для всей семьи и стать миллионером. Да. Self-made man. Да. Польская мечта, к чему стремятся поляки по версии
3 украинцев с 10-летним опытом Да, жизни по в версии Польше. невероятных экспертов Да, в этом да. вопросе. Мне кажется, поляки стремятся как-то забетонировать какую-то власть, которая не будет их тоже шатать в разные стороны, и какую-то осознанность по налогам, потому что я вот как раз вспомнил, где я был недавно, там, в какой польской семье, о чем они говорили, это были разные темы, и бизнес, и здоровье, и просто семейные вопросы. И один из моментов там был старый поляк, это отец там нашей знакомой, вот он прям старый, он уже на пенсии, но он продолжает работать, и он такой, зачем, что такое ЗУС, я не понимаю. Он сам, Ого. он вот старый поляк, вот Ого. он, я плачу столько денег, я хочу их получить. Я уже, ну типа, со мной, если что-то случится, это уже навсегда в плане, я просто умру. Какой ЗУС, зачем, то есть, а когда он на пенсии, он складку с Poetshow не платит, потому что ему типа пенсия Да, уже вот с да, этого как-то фонда начисляется. Кэшбэк уже. Замкнулся. Кэшбэк, да. И он такой, а зачем эта складка здравотна, ЗУС? И все, его как понесло, я такой, ого, если даже поляк не понимает, что такое Да. ЗУС, зачем он вот это... Я тебе даже больше скажу, иногда даже польские бухгалтера не понимают, что такое ЗУС и зачем он нужен. А я добавлю, значит, мы делали такой небольшой эксперимент, подходили к людям, к полякам и спрашивали у них про налоги. Мгм. Просто 2 вопроса. Знаете ли вы, какие налоги в спілке ЗОО? Знаете ли вы, какие налоги, хотя бы формы налогообложения в jednoosobowej działalności? Мгм. Ну и конверсия примерно такая, что из 10 человек, ну, человек 7 называли примерные просто цифры, такие рандомные, которые они слышали, но они Да, не знают наверняка. да, вообще То есть их в То этой есть- теме не образовывают? Я не понимаю, А ты вот, скажи. вот мне кажется, их не образовывают. Мне кажется, не образовывают тоже. то Мы- же А самое. как вы думаете, государству выгодно это делать? Конечно, выгодно. Да, не Конечно, ты образовывать. устраиваешься на работу, и кому надо, то разберется, кому не надо, он устроится на работу Типа и будет сиди молча. платить в казну очень Конечно, много но вы же посмотрите на поля. Мы тут с вами живем на минуточку в Варшаве, в маленьком мирке, где тут движ Париж, много украинцев, Да. тут там Ну, все на бизнесы Броваразе, делают. Каждый день ты выбираешь, на Гуляют. какой тренинг или встречу не пойти, потому что пойти ты всегда можешь. Так открываешь чат, всегда добро пожаловать. На минуточку в своем мирке. Ну, а кто-то выступает. А Ну, если выступает. посмотреть вот так вот прям, ну, большими мазками, то Польша, это же... Сюда же посъезжались там все корпорации там Европы, мира, которые обслуживают Европу. PlayStation, помнишь? Да, у нас? вот напротив, PlayStation, Ворка, там да. PlayStation и так далее. Вы знали, что на Рондо Дашинскего Google выкупил здание полностью? Я думал, Ронда Дашинский. Возможно, Рондо Дашинский. Ну, типа, я недавно с человеком разговаривал, да. который в Гугле работает. Я говорю, а вот у вас там сколько этажей? Он такой, этажей? Здание. Это наше здание. Я такой, да пошли вы Понимаешь? на... В Прям городке, да. здание. Соответственно, Вот да, так вот этот процент предпринимателей, на самом деле, там, бизнесменов, там, малый и средний бизнес, он достаточно маленький, потому что есть, ну, огромные корпорации там, со всего мира, которые себе спокойно, с низкими относительно остальной Европы налоги, сидят здесь и все, их намного больше, чем там частных предпринимателей. Поэтому зачем? Плюс, давайте вспомним один болючий момент для всех, он там, мы сейчас, когда начали еще выпускать видео про недвижимость, стал еще больнее, потому что люди начали интересоваться, а какой же ж у меня кредитный скоринг, какой я могу взять кредит на жилье. И оказалось, что кредит, та способность предпринимателя в Польше примерно на уровне, как у бомжа. Мгм. Вот. А Это если правда, ты я как наемный человек работник... на jednoosobowej Я так działalności, понимаю, мы все с вами бомжи, да? Да, три бомжа, да. на jednoosobowej działalności моя А фирма что, какая у тебя форма налогообложения? огульна. Это скала Скаля податкова. податкова, да. И фирма показывает доходы, и Да. уже ей больше год, и банк говорит, идешь-ка Типа. ты. А по если польску ты наемный работник, то Да. добро пожаловать. Добро То есть, пожаловать, то есть да. больше шансов, допустим, мастеру маникюра на умове злоцения получить кредит, чем собственнику вот этого маникюрного салона. Ну, у него там доходы должны быть в разы, и история желательно погуляй пару лет, принеси пару питов. Да. Вот. Но почему-то при всем этом у нас почти 50 тысяч подписчиков на этом канале. Вау, Про И бизнес это в Польше. все Да. про бизнес в Польше. хорош. Ты представляешь, какие Ребята, наши... вы кремень. Хорошо, Серьезно. хорошо, что не ремень, да? Вы понимаете, какая вот эта разница, да? Да. По поводу вот стремления наших людей к предпринимательству, да? Мне много пишут люди в социальных сетях, так Да. получилось. Да, это очень круто. И Они если для у вас этого и нужны. вопросы Да. по предпринимательству, И в основном Это как правильный бы человек. про предпринимательство. Пишет один парень на украинской мове, да, и рассказывает такую ситуацию, что типа он 2 года отслужил, ему дали просто каникулы, да. Мгм. Сейчас я, конечно, обесценил, да, всех, типа, словом каникулы. Как... Я просто не помню, как это правильно называется. Отпуск. Да, короче, ему дали вот этот военный Да отпуск. нормально, не но его не- оправдывайся, каникулы. Но его не отпустили. Окей. Его не Ага. отпустили, ему дали отпуск. Мгм.
И он пишет, что, типа, Станислав, я оттарабанил там 2 года, и такое ощущение, что я там отдал, как кошка, знаете, типа, 4 жизни своих. И он говорит, я, типа, не намерен возвращаться, да, то есть он должен вернуться, поняли, но я не намерен возвращаться, я буду оставаться здесь. Тут, внимание, человек 2 года на фронте, да, был, он говорит, у меня есть несколько старых костюмов, выступательных. Концертных? Не концертных, а типа, знаете, вот эти аниматорские. То есть у него есть ростовые куклы, типа. Да, у него есть костюм клоуна, у него есть костюм там животного какого-то. У меня есть пару костюмов, и у меня есть аппарат для сладкой ваты какой-то, как-то он его перевез, я не знаю. Он говорит, я жду сейчас там жену и ребенка, да, у меня есть аппарат для сладкой ваты, и подскажите мне, как мне начать какой-то свой бизнес в Польше, как мне это все правильно оформить. Да. Я такой, ого. Вот я сейчас вспоминаю, у меня реально мурашки, потому что вот так вот бывает, да? Да, несложная, неоднозначная история. Да, неоднозначная история, но... Польша, смотри, у меня многие знакомые, которые попереезжали, кто-то начинал с работы, кто-то сразу в бизнес, но попробовали себя здесь в бизнесе. Как бы я ни гнал на польскую налоговую систему сложную и так далее, но тем не менее условия старта бизнеса здесь хорошие. Хорошее чем? Тем, что они оцифрованы и понятные. Ну, то есть, да, правил много, но они как бы написаны. Ну, да, и плюс онлайн может. Они написаны, если ты им следуешь, то ты как бы спишь спокойно на этот самый. Вот это хорошо. У меня сестра попробовала бизнес, и сестра попробовала, получила дотации на бизнес, да. Там, ну, я прикольно, открыл, да, ну, то есть, интересно. да, очень, очень много. То есть, при этом в том, что здесь много корпораций, условия для того, чтобы что-то попробовать, они очень классные. Давайте вспомним на минуточку на діяльність нереєстрована, которую прям пиарит государство и говорит, вы можете легально попробовать бизнес, не регистрируя его. Официально. Да. Да, чеки все равно надо выдавать, но вы можете не регистрировать. Ну, при всем том, что мы обслуживали стартапы, да, наше диджитал направление, мы обслуживали стартапы, и стартапы очень сильно плевались на Польшу, они говорили, тут, ну, как бы инвестиции на стартапы, они в злоты. Говорит, все классно, но проблема в том, что они в злотах. А нам надо, ну, вот тут поехать в соседнюю страну, нам надо в евро. Да. Нести в кантор, это все машины нанимать. Да, нам надо в евро, и поэтому стартапы едут туда открываться, но малый бизнес вполне себе классный полигон для того, чтобы пробовать и тестить. Ну, а если взять поляков, то что в итоге? Это все-таки люди, которые такие инициативные, стремятся делать бизнес, или же я которые... мало встречал в жизни людей, которые, ну, поляков, которые такие бизнес. В основном все такие, я безопасно на какое-то умовизлицение, потому что им-то пофиг. Это мы зависим от умовизлицения или от умовы о праці, да, потому что нам нужно это для карты побыту. Им пофиг. Ну, типа, умова дела, да не вопрос, выписывай. Легально бабки пройдут, я счастлив. Ну, типа, умовозлицание, я не хочу вот эти все бухгалтерии, вот эти все кшенговы, мне надо. Просто дай мне легально денег, и я... И в стендапе похожая ситуация. Сколько поляков в стендапе я не встречал, они все... Єдну особову діяльність нужна. Я лучше найду какую-то там агенцию артистичную, скажу чуваку, тебе 5%, пусть да, через тебя пройдут мои бабки, выплати мне все легально. Я не хочу ебаться с бизнесом. Это типа инкубатор внутри вашей ниши, да? Агенция, как ты сказал? Агенция артистичная. Ну, типа, есть какая-то вот несколько спулок, которые занимаются вот больших хабов. Ты просто с кем-то контачишься там, и он такой, ну, выведу тебе бабки там на умовное дело. Я знаете, с чем встречался по своей деятельности? С тем, что вот, ну, особенно в начале пути, поляки не хотели брать украинцев на работу, потому что тогда еще надо было на минуточку делать освещение, разрешение на работу, на каждую должность. Я был самым лучшим украинцем на работе, потому что у меня диплом о высшем образовании. И тебе не надо было делать разрешение. Да, но надо было объяснить полякам, в чем плюс диплома. Да, да. Это было так сложно. Так вот, и они боялись, потому что они не умели работать с вот этими разрешениями на работу сами. Да. И мы, украинцы, приехали, и мы отцифровали для них, их научили. Так, смотри, тут вот так, вот так, вот так. Мы создали проблему, которую они постарались быстро решить. Это важно. Да. При том, что вот эти проблемы, о которых ты говоришь, что они боялись, это буквально вот недавно было, типа это 5-6 лет назад. То есть вы купаете, хотя тут уже было много украинцев. Ты приезжаешь в страну, где
украинцев, поляки такие, мы не знать, как с этим разбираться. Поэтому наши приехали, пооткрывали свои же агенции, своих же поперетягивали, тысячи людей отправляют на заводы, и как бы люди работают. Один из запросов для чата GPT был на тему идей для бизнеса в Польше. Я его написал так. Я иностранец, который не знает польского, у которого есть 10 тысяч евро на старт, и у которого нет никаких навыков. Дай мне идеи для бизнеса в Польше, какие-то, типа, предложи варианты. И вы вдумайтесь. Давай. Одна из идей от чата GPT, там тупо написано: занимайтесь посредническими услугами, откройте легализацию в Польше, бизнес в Польше и все остальное. И это, на секундочку, это был чат GPT 1.0, это типа высший интеллект, который там решает задачи космического уровня. Потому что тут столько наших, это рынок внутри рынка. Звонит мне клиентка. Звонит. Звонит, да, не звонят, а звонят. Мы помогали открыть... Ох, я и душнила, извините меня, пожалуйста. Грумерскую. А как насчет украинцы? Так вот. Обожаю это. Грумерскую помогали открыть, она с Беларуси. Говорит, тут ко мне, пришел какой-то чувак и на польском что-то пытается говорить. Да. Там, я не знаю, может, это какой-то инспектор с ужонда, с налоговой и так далее, помоги. Я беру, говорю, там, день добрый, пан, чем можем ему помочь? И он понимает, что как бы иностранцы, и он начинает ей на ломаном русском пытаться продать. То есть настолько много здесь наших, Да. что новое поколение камевояжеров, поляков и так далее вынуждены начать осваивать русский язык, потому что понимают, что наши не телятся, у нас их тут рынок внутри рынка, барбершопы для украинцев и русскоязычных, Рестораны кафе для украинцев. под наших и так далее, а им же надо продавать свои услуги какие-то, свою там музыку платную, еще там что-нибудь, и они типа, и он на ломаном русском поляк пытается продать белорусские в Варшаве. Ты прав про рынок внутри рынка. Меня на самом деле высаживает вот эта штука, где для украинцев открыли новый салон. Думаю, да иди приглашай всех. Чего только украинцев? Чего вы зациклились на этом всем? Да. Мы открылись, чтобы украинцы чувствовали себя как дома. Да, блядь. Мы и так себя чувствуем как дома мы и так везде. себя На чувствуем. бровары выйди. Нам не нужно сидеть в твоих креслах, чтобы тебе себя чувствовать как дома. Один из таких культурных кодов, да, через что мы можем понять другую страну, это через юмор. Через юмор. Так. Тут все, мы сейчас выходим. Да нет, да Мы чё, выходим, ты остаешься. То есть, типа, и- о чем шутят поляки, из чего смеются поляки. Равноценный анализ, да. Давай пообсуждаем. Во-первых, шутки. Расскажи нам Смотри. какие-то шутки, о чем они... Если мы говорим за стендап-комедию, то неважно, какая это страна, и качественный стендап-комик в любом случае через себя все пропускает. То есть он от себя все говорит, он Да. про свои проблемы говорит. То есть Свой жизненный опыт. свой жизненный опыт показывать. Поэтому тут как бы мы независимы от страны. Есть... Но заходит ли им это? Потому что у меня Да, ощущение, да, что да. они оставили... Потому что я один раз был там в польской семье, я смотрел, они смотрели комедийное шоу по телеку, и это было уровень Петросяна. Стендап-комедия в Польше сейчас просто расцветает. Вот сейчас это буквально новое, что-то новое, невероятное. Я за этим наблюдаю, я В хорошем смысле. В хорошем смысле, да. Просто я типа, я как будто это уже прожил, оглядываясь там на Украину или на ту страну, которую нельзя называть. Я типа понимаю, как может быть, а у них это только сейчас происходит. Ну, И я ты такой, в начале волны, я получается. такой, о, да. чуваки, давайте. И надо понимать, что это действительно еще страна кабаретов. Это что? Кабарет — это 95-й квартал. Представь, что здесь есть действующих где-то 5 95-х кварталов. Чувак, и они ездят, собирают солдаты везде, по всей стране. И поляки такие, кабареты, миниатюры, сценки. А если в конце еще дискотеку и диско-поло включат? Ну, типа, да, то есть это вот мы сейчас где-то на границе, где происходит конфликт, где мы такие, новое, Новый ребята, юмор, да? новый юмор, мы одни на сцене, а некоторые, вот как ты говоришь, там сидят, включают даже по телевизору. Ну да, Блядь, да. поляки телевизор Радио. смотрят, слушайте, это ответвление, но это мои ровесники, там, 30-32 года, я давно интересовался, а что вы там на Ютубе смотрите, может, что-то? Они такие, да мы особо на Ютубе ничего, мы телек включаем, да и все, там что-то музычка летит какая-то, клипы, я такой, телек? Вот прям, у меня телека дома нет, Да. чтобы вы понимали. Телек это PlayStation. Ну, или YouTube. вот такая, да, подключить на большом ассоциация. экране, да. У меня в Познане, когда я снимал квартиру, у меня хозяин забрал свой телевизор, у меня была тумбочка и место под телевизор. А там, очевидно, должен телевизор стоять. То есть тумбочка, еще тумбочки какие-то. И ко мне друзья вот эти вот поляки приходили и говорили, а где телевизор? Я говорю, так его и не было. Они такие, ты что, продал телевизор? Я говорю, да, блядь, да не было, я не смотрю телевизор. Они такие, Андрюх, что-то у тебя проблемы в жизни, ты продал телевизор, тут же должен телевизор стоять. Это страна кабаретов, стендап только тут
тут расцветает. Тут есть мастодонты, которые уже лет 10 выступают, но их буквально там по пальцам можно пересчитать. А именно, Ты имеешь в виду в соло выступать? да, в соло. Именно комики, которые давно начали, их там до... И это не белорусские комики. Это не белорусские комики, слава богу. И вот это старики-старики, а именно новая волна, это прям до сейчас комиков. Да. Вот все только начинается. Чтобы вы Интересно. понимали, сейчас очень популярный чувак, инвалид на коляске, он А я какой-то видел, по-моему, ДЦПшник. какие-то- Его сейчас везде тягают. А я вот смотрю, я такой, а я куча выступлений. Смотришь на свои конечности и вспоминаешь песню «Застрахуй братуху», да? Да нет, я про то, что я много выступаю, я к тому, что я вижу, я могу предсказать вот его судьбу на ближайшие пару лет, да, потому что я уже видел выступления инвалидов, я был знаком с этим выступлением, тем более В у Украине, меня, я помню. да, был у меня в такой- коллективе со мной выступал ДЦПшник, то есть я понимаю, о чем он шутит, и я вижу, что у него подобный вектор, и я такой, Благословляю. братан, просто напиши мне, я могу твоим автором быть. Дальше какой-то должен быть открытый гей должен выступить, чтобы поляки вообще Что? Что? да, Что? тут- Открытый гей? Да. И Тут уже как бы Который конфликт еще с католицизмом, да? и бывший католик, да? да, Ну, скорее такой, типа, всего. в костеле он именно Так тогда уже монахом был. пастор, раз уж на то пошло. А это ты уже Ну, Netflix очень много, на самом Netflix деле, пересмотрел. Очень много шуток про костел, на самом деле. Очень Разрешено много, прям? Очень много. Слушайте, с юридической точки зрения, Польша настолько безопасная страна, что ты можешь вообще абсолютно любую власть. Ты этот момент чекал, да? Я и чекал этот момент, и я видел это вживую. А, ты видел прям. Я видел, как вот выходит опытный поляк, я у него выступал несколько раз, 3 раза выступал у суперзвезды польской на разогреве. Я даже видосик один отснял, у меня есть он в Ютубе, это перед ним было. Я видел воочию, как он качает тысячный зал, рассказываю, какой Дуда какая лишняя Украина. власть. Помните 95-й квартал? Я как они- понимаю, но все равно несутся из Украины, вот доносится вот этот ветерок, где Ветерок свободы? комиков снимаются сцены, когда он что про Зеленского Но это говорит. сейчас. А Это вот, сейчас. да, А тем более нам вообще, как иммигрантам, вообще можно, ну типа никто не можешь любую власть здесь. Давайте по польским шуткам пройдемся. Просто с чего, интересно, с чего смеются поляки. Я могу сказать то, что я знаю, это как Давай. бы не шутка, но фразы, которые я от них слышал. Давай. Шрода мине, тыджень сгине. Найс. Да? Да, то есть среда пройдет, ну, в принципе, конец недели, да. Пентек, уикенду, почонтек. У нас был лифтер в коворкинге в Кракове. Спрашиваю у него постоянно, ну что, как дела, какие новости? Он такой, ну, шрода сгине, ты же не мине. Я понимаю, что, ага, все, человек ждет Класс. конца недели. Сложилось впечатление, что они так как бы, ну, не хотят работать, что ли. Знаешь, типа вот до пятницы, до 4 вечера, и потом вообще, пусть тут землетрясения, вулканы. Я Ну, согласен. это чисто Я- европейская тема. Ну, Да. я сталкивался с угаром по пятнице. Пятница за все. Ощущение, будто просто кокаиновая вечеринка будет, оргия. Да. И до понедельника мы отсыхаем просто. И до понедельника мы лечимся от венерических заболеваний. Да, А да, в через ЗУС. Через ЗУС. Через ЗУС же оплачен. Да. Просто они в поготове рятунковом сидят. Угар по пятнице я не выкупаю. Смотрите, пацаны, я думаю, Импреза, да. на самом деле мы просто с вами тут 10 лет прожили, и мы не прожили этот период в Украине, но в Украине то же самое. В Украине, там, в Киеве. Тут, ребята, может быть, скажите, там кто нас несется, смотрит, ну, так же или не самое. так? Ну, То люди есть- работают в корпорациях, там, на работах, они, ну, в пятницу хотят отлететь, отрываться, а не так, как мы с вами, думать над стратегиями, планами, писать новые шутки. Идти в субботу на искать работу, думаю, клиентов. о, нет клиентов, могу спокойно поработать, сосредоточиться. Типа, да, у нас удовольствие поработать в субботу, потому что нет клиентов. И мы Но- еще раз работаем повторно. Э, Но из- это у нас извращенный контекст. Да, просто из того, что я слышу от клиентов, да, я же им там, ну, запускаем и бизнес, и мы тут Да. что только не делали, там, даже детали для автомобилей производили, понимаешь? Да. Приезжает какая-нибудь партия товара, условно говоря, там, в субботу вечера, и там вот если это не сделать, не обслужить заказ там в субботу, а ты как бы, поляк там, ну, он частник, он может себе это позволить, он взял телефон, все, то просто там бешеные штрафы какие-то, и там человек попадает на огромные деньги. И он просит, ну, пожалуйста, там, 5 минут, не знаю, надо там ворота открыть, либо там еще что-то сделать. Пожалуйста, помоги. Он такой, не-не-не, сегодня суббота, сегодня у меня выходной. Ну, типа, святой выходной. Вот святой выходной, пожалуйста, допомоги. Вот у меня сложилось такое впечатление. Это, ну, как бы, это не хорошо, не плохо, да, с другой стороны, и этого человека тоже можно понять. У него семья, у него дети, почему он должен жертвовать, как бы, семьей ради какого-то
типа, скажем так, да. Но вот это есть то, что пятница или там после рабочего дня, все, меня не трожьте, я типа не Слушай, готов. ну у меня похожая ситуация, когда в каком-то городе пытаюсь там на воскресенье зал снять, они такие, чуваки, у нас в субботу вечеринка, ну у меня на воскресенье никто не придет зал убрать после этой вечеринки. Давай ты не будешь приезжать. Я такой, вы что, бабок не хотите заработать? Я вам, блядь, 100 человек приведу, они коктейлев купят. Ну да, Что там у вас продается, я не знаю. Я там выступлю, популяризирую ваше место. Он такой, мне легче, блядь, поспать просто дома, чем вот Почему? тебе. Как ты думаешь, давайте обсудим, почему Я не так знаю. происходит. Я без понятия. Ну, Видимо, смотрите. это типа... Смотрите, просто логика в чем? Есть версия. Они же все равно, мы же все меняем время на деньги с вами, да? Да. И они так же самое. Он же может тебе выставить экстра прайс, взять с тебя, допустим, там, x1,5 условно. Ты Никто не хочет. Да. Я не знаю. И Просто не хотят. поработать потом понедельник, вторник, поняли? Да. Но он вместо этого выбирает поработать в понедельник, вторник, но в воскресенье он не выйдет, даже с x2 рейтом. Да. Правильно? Да, все верно ты говоришь. почему? Я не знаю. Есть гипотеза. Супер, да, давай, опять может, же, она близка будет. Смотрите, Ну, послушаем. тут есть государство, ну как бы, забирает деньги у богатых, государство Робин Гуд, сильно забирает, крепко деньги у богатых и Да. отдает их Ну, бедным. примерно Да? после 120 тысяч злотых. Да, Начинает крепко- там крупно забирать. крепко давить, да, почти половину. Так вот, и получается, что и разница, самое главное, смотрите, средний класс здесь, да, там, начиная там люди, которые зарабатывают там 1500-2000 злотых в месяц и там до 3-4 тысяч злотых в месяц. Это средний Средняя класс. Средний зарплата, класс? сейчас смотрите, минималка в Польше примерно 1000 евро вот на сейчас. Да. Минималка, Да, 1000 евро. подтверждаем. Да, Если у подтверждаем. тебя есть своя квартира, которая тебе досталась от родителей, или ты вовремя вскочил в кредит, которые были дешевле, что, Что большинство реальный моих кейс, знакомых кстати, поляков, да. Ты можешь себе взять там за 300-400 долларов в месяц, даже за 200 долларов в месяц ты можешь себе уже взять машину неплохую. Да, или купить за 4000 злотых гольф какой-то, пердакувку, и на ней еще 5 лет Ну да, Ты поскупаешься в бедронке раз в неделю, у них есть традиция, кстати, не так вот, как мы, типа, раз в 2 дня ходить это самое. Прийти на закупы раз в неделю, нормально, как бы вынести Я- по акциям, по купончикам. Я, кстати, сейчас делаю, чтобы 2 раза в неделю приходить. Вот ходить каждый день или Вот это раз вот в 2 10 дня. лет в Польше. Да, поляки- да, поляки 2 раза в неделю, в понедельник и в четверг. я Да, хожу. так вот, и он, в принципе, в эту 1000 может вложиться. Мало того, он еще там себе заранее за 10 евро может билет в Париж купить, слетать там 2 днями и потом вернуться. Ну а как же... И минималка. То есть у него минимальный... Плюс ты защищен, безопасная страна, нормально тут как бы все, инфраструктура есть. Да. И ты как бы... Минималка гораздо выше, чем, допустим, там у нас в стране, и уровень жизни на минималке здесь выше, чем у нас в стране. Ну да, Если тут закрыть согласен, вопрос с тут жильем. согласен. А средний уровень зарплат, это там, ну там, пускай там 10 тысяч злотых. Вот вы пообщайтесь. Если я не ошибаюсь, это по отчетам примерно 7,5 тысяч 7,5, да. Средняя- По ну, Варшаве. Ну, может, я по средняя Варшаве. средняя. Да, 7,5. так вот, вы чувствуете, типа, ты зарабатываешь 1000 евро, или Не ты напрягаешь, зарабатываешь условно. 1500 евро. Мгм. Вот тут у тебя минималка, ты, в принципе, на 500 евро дороже, и ты уже средний класс. А чуть-чуть выше еще зарабатываешь, 3000 евро зарабатываешь, это, ну там, даже 2,5. От всего, что больше, у тебя режут почти половину. И, соответственно, большинство людей, грубо так суммируя, живут в среднем классе, либо около того. Да. Тебе доступны низкие благи, там первые 30 тысяч злотых, с них ты вообще не платишь налог на прибыль, на минуточку. Да. Понимаешь, да? Соответственно, так государство создает личные условия. А зачем тебе развиваться? Ну, типа, нормально, мы тебе социалку обеспечим, это социальная страна. Иди на работу, не надо тебе это все, не надо зарабатывать больше, от этого геморрой. Бери себе дешевый кредит на квартиру, на машину. Ну, сейчас же на квартиру не очень дешевая, да, но тем не менее. И нормально себе живи вот это самое. Зачем тебе вся эта суета, Ну, я молодой человек? подозревал. Я не помню подозревал, вопрос, что- но Да есть нет, ответ. ну типа почему вот так происходит, что Зачем напрягаться? лишний раз напрягаться? Средний да. класс. Ну, я Мало подозревал, что да, просто люди получают вот столько денег, и они такие. да Мало всё, у меня того, отлично. зачем заводить детей рано? А Вот тут еще одна... звонит какой-то Андрей и говорит: чувак, встань в воскресенье. Еще на ломаном польском это подозрительно. На ломаном польском еще. Ну, А знаете почему? Потому что тут, ну, возможно, опять же, гипотеза, потому что тут дольше времени стабильность. У нас-то какая история у украинцев, да? И сейчас, типа, если можно заработать, надо зарабатывать, потому что не знаешь, Завтра что будет может завтра. не быть, Ну, да. завтра может не быть. Да, вот реально надо урвать. У нас же и политики так действуют. Надо сейчас, ну, как бы всем все, ну, потому что... А вы видели последнюю взятку какого-то политика? Почти 1 миллиард долларов.
Вот где это происходит? Где эти сделки происходят? Я не хочу вот такую взятку получить, я хочу просто хотя бы визуализировать ситуацию, блядь, где передают $1 миллион нахуй. Причем эта взятка типа была просто, чтобы сделать водительские права без присутствия. Я вот... Да не, меня всегда... И меня всегда интересует вопрос, это вот этот человек, который берет взятку, он такой ценник поставил, и тот согласился, или это вот та сторона диктует, типа, условия? Серьезно? Да. Поляки берут взятки? Да. Университет, в университете Украина, вообще- это что же вообще там, мимо, типа, вообще хоп-хоп мимо. договориться? А вы знаете, хотел- как на польском взятка будет? Лапувка. Лапувка. Потому что на лапу дают. На тебе, лапу, да, лапувка, да, да. Ну, дают, но не берут. Вот Да. я когда-то пробовал конфеты принести. Я тоже в университет пробовал конфеты принести, мне сказали, давай ты не будешь. Вот делать. сказали, такие ты глаза, что, дурак? типа, не-не-не-не. Да. Ну, типа, в универе все четко. Вообще даже не было ни разу ситуации, где бы ты такой, а может вот тут вот, типа, взятку. Типа, система четко работает в универе. Как им удалось создать эту инфраструктуру, чтобы люди сами были защитниками как бы бренда и защитниками этих ситуаций? Взятку-то брать выгодно. Ну, если так вот сейчас абстрагироваться от экологичных Выгоднее, моментов. чем не брать, да. Да, если абстрагироваться от этого всего, глобально любому Так человеку... минимальные условия труда соблюдаются. Ну, типа, я когда учился в университете, я понимаю, что какой-то доктор наук где-то в Донецке, где я учился, блядь, выглядит гораздо хуже, чувствует хуже, чем доктор наук, который вот тут у меня сейчас в Познане преподает, блядь. Тот же средний класс, гарантированно Выкупаешь? средний класс. Ну, это у него ж- все нормально. Плюс система мотивации в университете создана так, что она тебе накидывает еще какие-то бонусы. да, типа. В Украине 100% Да. так же, просто цифры другие, и они реально низкие. Ну, типа, я получал стипендию в Украине, вот когда учился с 10 по 15 год, 700-800 гривен. Это что это, блядь, за Ого. стипендия? Это что Вот за так это хуета? жирная стипендия. Да Я это получал хуета 100 просто. гривен. Так 100 гривен тебе-то стипендия. лет сколько? Просто он 80. 57-го года. Я весь год не тратил свою стипендию, чтобы купить Ты перед другу подкастом синтезатор. ордена снимал с пиджака. Один остался. Один остался. Я серьезно, но я приехал в Познань, я прожил момент, где стипендия была 900 злотых, и ты живешь в общаге за 300, у тебя 600 остается. А потом стипендию до 1200 злотых подняли. Я прожил прогресс, где людям вот туда давали деньги. Вот, Да. пожалуйста, пользуйтесь, живите. Поэтому То есть эти взятки не нужны. нет, да. А мне кажется, тут еще мотивация вот. Мы с вами не интересовались штрафами. Вот. И это важный Да. вопрос. Слышите мой вопрос. Он звучал, как Польше, Удалось, как да. государственному институту удалось создать защитников этой концепции, то есть защитников этого бренда, да, этого концепта, чтобы люди не брали это все-таки, реально не брали. Они же реально их не берут. Ну, мне кажется, что... То есть, мне кажется, это штрафы очень сильные. Давайте так, я в Польше, я вообще не нарушитель, да, но в Польше я один раз перебежал дорогу в неположенном месте. Да, я тоже так делал. С меня взяли на минуточку 150 злотых. Мои доводы, что я 5 минут уже стою тут на это морозе. раньше $50 было. Да, и мне просто показалось, что не работает светофор, потому что я 5 минут тут стою один ночью, в 12 часов ночи. И на них не подействовали. Пожалуйста, я иностранец, первый раз, простите, тоже не подействовали. Все, да. сгоднее справа, Мы с и девушкой- чек дали. Мы с девушкой в Познане шли с галереи после с покупками какими-то. Тоже вот так стоим на светофоре. Ну никого, кстати, вот Германия отлично вообще сделала. Они такие, никого нет, переходи. Или там в Голландии, Да. мы начинаем переходить на гражданской машине, просто включают мигалку, подъезжают, выбегают 4 типа, окружают, мы мордой стоим в с пол. реально, я как будто, блядь, грабитель какой-то, мы стоим с пакетами, с пакетами, они нас окружают и такие, вы перешли там на красный свет, бла-бла-бла, мы начинаем, с акцентом пытаться что-то говорить, они такие, сейчас штраф, мы говорим, да какой штраф, у нас свидание, мужики, вы же мужики, у нас свидание, и он такой, готовка есть, мы такие, нет. Они такие, до свидания. Сели, уехали. Отпустили. Меня Отпустили, не да. отпустили. Ну, это еще кейс Да, нормальный. да, меня реально не отпустили. Ну и, соответственно, штрафы большие, но невыгодно. Ты знаешь, штраф за то, что у тебя нет страховки на машину, дороже в 4 раза, чем страховка на машину может быть. Вот у меня Да. одному клиенту прилетел штраф на 6 тысяч злотых за то, что он на сколько-то там дней у него не была застрахована машина. 6 тысяч злотых. Ну, окей, И страховка разобрались. стоила Разобрались. 1,5. Соответственно, с этим разобрались. Просто надо построить... штрафы и кнут. плюс подтвердить, что система работает Вот. и условия соблюдены То есть минимальные. Польша настроила судовую систему, которая выполняет свои обязательства и следит за базаром. И все знают, что если будет штраф, то взятку некому дать.
и на месте ты ее тоже не дашь, и все выполняешь. И Но прозрачность. я все равно уверен, и на каком-то уровне существует коррупция. Вот на просто- уровне, наверное, Но миллионов вот, берут. Вот Да. на нашем уровне ее нет. Смотри, помните, поляки правда. про это говорят. Да. Я спрашивал, у меня тоже есть некоторые семьи, да, с кем просто мы взаимодействуем, и я слышал, видел прямо воочию такой контекст, что они сидят, и я вам перевожу, да, но он на польском с матюками прям так и пошло, да. Да-да-да. Он прям говорит, они на высшем уровне, там написано, знал, они типа пилят бабки вечно с Евросоюза, распиливают, и он прям такой, типа на дорогах они отмыли, на том отмыли, это вот я прям видел такой кейс. По поводу отмыли. Но, ну, типа на высшем уровне. Есть история из практики. На прошлом офисе еще в Кракове подходит поляк. Говорит, ребят, вы, ну, ко мне говорят, вы же типа консалтингом занимаетесь, через вас много предпринимателей проходит. Смотри, у нас есть схемка. Говорит, в Польше есть такая акция, ну, не знаю, работает ли она сейчас, да, можно получить дотации 90% на образовательные услуги, чтобы получить какую-то специальность. Работает. Она Да. в разных воеводствах, но она Так работает. вот, есть поляки, которые научились доить вот эту систему, Евросоюз. Да, не Польшу обманывать, а Евросоюз обманывать, на минуточку. Так что они говорят, смотри, ты типа приходишь, платишь 90%, нет, то есть платишь 10% за типа обучение, не знаю, барбером будешь. Мы тебя сделаем. А мы помогаем тебе получить дотации 90%. Дальше мы тебе даем твои назад 10% и еще сверху 10% кэшбэка. То есть еще и ты зарабатываешь. И прям они, ну, я, понятное дело, в эту историю не вписался, потому что мне еще надо было карты побыта получать. Но они на этом, ну, прям так нормальную империю. То есть Бизнес-инкубатор, да, был? я говорю, а что курсы, а какие специальности? Он говорит, да какие хочешь специальности мы тебе нарисуем. Nice. Главное за этот самый. И по поводу, ну, опять же, взяток и так далее, видишь, но они научились, опять же, на минуточку, На доить память. Европейский Конечно, Союз. если легально дают бабки, надо понять, как можно больше их взять, и все. Да, да. Вообще-то мы обсуждали с вами шутки. Извините, я молчу, я молчу. Не, Я попробовал... Я вам напомню, мы шутки. Да. Ты сказал... Хорошо, я вам скажу так. Я вот все, что помню, еще из каких-то поговорок, это вот «цось за цось», что-то за что-то, и каждый кий мат два конца. Ох, Всё. ничего себе. То есть я больше в сторону философских наук ушел. Шахмат, да, да. Но нам интересны шутки какие-нибудь, нарративы, что Да, еще? блин, ну, нарративы, я же говорю, есть вектор политический. Вот, ну, опять же, если Для комикс... меня удивление, что можно шутить так. Можно вообще спокойно, просто, и ничего тебе за это не будет. Нет прецедентов по там, закрытию и так далее в тюрьму. Но опять же, если комик созрел, у него есть какое-то мнение. Опять же, если что-то громкое происходит в политике, у них в семье, то про это все говорят. Это знаете, как, блядь, как громкий заголовок, надо обсудить. Про что? Про себя, естественно, про отношения. Это классика юмора. Все, что Во близко, всем мире, все, да? что близко тебе, ты сразу это через себя прогоняешь и выносишь. Я думаю про иностранцев. Да, Да, что выносишь поляки на цель. думают о... Слушай, ну не так много. Есть несколько легендарных битов у поляков в Ютубе. Есть один чувак, Матеуш Соха, он рассказывал, как он приехал на свадьбу, и там был фотограф-украинец. Вот. Это какой-то легендарный бит, там люди усыкаются. Иногда они закручивают, с кем они общаются, и, типа, я говорю человеку вот это, а он мне такой, и с акцентом польским говорит, что ты понимаешь, что это он отыгрывает украинца какого-то. Когда поляк отыгрывает украинца. Да, поляк отыгрывает Троллит с украинца. акцента и Да. так далее. Ну так вот, чтоб типа, нет такого нарратива украинцев много. Даже когда вот война началась, не так много звучало про войну. И я был просто... Я типа... Может, они типа слишком Это чувствительны была, и может, с уважением к солидарность? этому? Да, Я не солидарность. знаю. Ну, кстати, очень много харитативного стендапа было. Я в некоторых принимал участие. Это очень масштабно было. И один чувак говорил такую шутку, что типа вот поляки говорят, очень много приехало украинцев, они пользуются моими привилегиями. Какими твоими привилегиями? Автобус остановить на остановке на Жундане вот так. Вот этими привилегиями. Да это кто угодно может. Это вот такой есть прикол. С чего я вот прям расстался сильно, был на последнем стендапе, очень смешная шутка. Чувак говорит, по отношению поляков к украинцам можно понять вот, что поляки, вот они всегда такие будут. Вот всегда. Они такие, вот украинцы приехали, забирают рабочие места и так далее. Вот они такими будут, и такими они были. Мне кажется, если бы в Польше было бы рабство, то поляки бы все равно гнали на чернокожих, типа, вот они, пришли забирать наши рабочие места. Наше рабство. Наши рабочие места. Пусть
выпердаляют к себе, откуда они приехали. Да, Ну, мне очень понравилась эта шутка. Да. Это как раз про польско для поляков. Да. Ну, а фредки для земляков, да? Да, типа того. Вот еще вспомнил одного комика, что он ехал в поезде, он заходит в свое купе, и там сидит женщина, и он говорит: извините, это мое место. Она встает, уходит, и слышит, как она рассказывает подруге на украинском, что жалуется, что ее выгнали, и он сидит и всю дорогу такой: блин, я выгнал беженца с места в поезде. Ну, типа, вот на этом акцент. Мне не очень эта шутка нравится, но это вот то, что я слышал публично, прям на массового зрителя, что они говорили. Что закидываю, да? А расскажи шутки, с которых... Мне один нюанс вообще восхитил. Типа, года через пол, наверное, как вот началась война, вышел чувак на сцену и такой: новость читал, вот цыгане в Украине танк русский украли. Я такой: вот через полгода, это через 3 дня произошло. Ну, типа, ты через полгода до тебя это дошло. Там уже другие новости несутся, чувак. Уже, да. Вообще, ну, то есть контекст немного Да. растягивается. И все. Ну, типа, и в целом. вот. Я знаю один мем польский. Мне показывал поляк Про в Гжик-Жуку? Кракове. Не-не-не, бабка з Родомя. Есть, можете загуглить бабка мем, з Родомя. Там мы которая вставим, типа на этот самый, вот так вот там забирала рукой кучу еды себе нагребала. Мне кажется, у нас много таких бабок Да. из Родомя. Отличие юмора между Украиной, Польшей и условно Америкой, да, на которую, может, ты там смотришь, какие-то референсы берешь, оно сильное или нет? Есть отличия, безусловно, есть отличия, когда здесь вот в Польше зреет новый комик, и он пытается что-то делать. Он по большому счету очень искренний в плане подачи. Вот. Мало людей берет с кого-то пример. Вот я про это скажу. То есть он свой Произошел один очень важный исторический момент. Это пиратство. Потому что когда я рос вот в Украине, можно было вдохновляться любой хуйней на пиратских сайтах, американскими стендапами, которые тебе перевели, разжевали, и оно есть. И ты выкупаешь, про что человек говорит, как он говорит. Да. В Польше с пиратством, ну, мало что связано. подружились, И реально, и весь контент, который поляк может потреблять, это оригинальный контент. Немецкий оригинальный контент, американский или голландский. И тебе надо приложить усилия мозговые, чтобы выкупить, о чем они говорят. Поэтому здесь в основном вот творческие люди могут расти даже без привязки к Западу. Потому То что есть тяжелее тяжелее, привязаться, да. он вот тут вот создает. А вот украинская тусовка, российская тусовка, она, к сожалению, базируется на просмотренных... Копипастах, да? Да. Насмотренность создается. Насмотренность. Да? Слушайте, есть создается, история да. про языки, тоже, которая показывает немножечко Польшу. В Кракове один из первых лет, когда мы приехали, подходит бомж. Просто на вокзале бомж подходит и говорит: «Przepraszam, pan, зима, пан, там, ну, просит какую-то мелочь, да? Якісь Копеюшку. дробні пенянзи. Я говорю: no. Мапандышка на бровара. Я говорю: no. Он начинает мне: excuse me, sir, can you give me some coins? Да, Что-то такое. я в Познане такую же ситуацию наблюдал. I don't understand, no. И он начинает На мне английском. дальше уже на ломаном русском говорить. А, То есть я просто на лопатке, то есть бомж, который знает ломаный русский, английский, ну, понятное дело, польский. Вот, он знает на один язык больше, чем я. Не, на то ну время. у него воронка, ему надо, понял, типа конверсию. конечно, да. конечно. Но за счет того, что нет, ну, как бы, фильмы не переводятся в основном, ну, кроме детских и так далее, в принципе, уровень образованности хотя бы в плане иностранных языков намного выше. Я в 22-м и в 23-м году сделал 4 полноценных перевода польского стендапа для 4 топовых комиков Польши. На какой язык? На украинский и на русский язык. А, это у тебя Они было конкретно, ТЗ такое, они да? конкретно обратились ко мне с просьбой сделать субтитры. Потому что они Прикольно. такие, они выкупили сколько тут людей. Ситуацию, да? Да, и я когда начал первый стендап переводить, во-первых, это довольно кропотливо. Я не думал, что это такая кропотливая работа. Тогда еще Это не было было- чата GPT. Это было Да, очень бывает, сложно. переводишь, и типа на польском смешно, а Мгм, на этом мгм. языке как Да, будто не да, клеится. это есть польские какие-то каламбуры какие-то, которые ты такой, так, Как блядь, это как бы перевести? украинцы, на украинском бы это сказали, как бы на русском сказать. Да, Просто да. буквально выдумываешь какую-то Да. новую если не можешь перевести. И я когда первый сольник переводил, я такой, блядь, зашла бы озвучка. Ну, Да. типа, массово никто не будет включать польский стендап и такой, включу украинские субтитры. Ну, надо Да, вообще. Сложно читать. И больше вот не было заказов, то есть они поняли. А вот, переведи со своей озвучкой. Ну, я бы Не, послушал, ты лучше да. скажи шутки какие-то, с которой ты выступаешь на польском, да, Мгм. и они с них смеются. Я надеюсь, они, конечно, со всех смеются, но может каких-то больше. Слушай, Чтобы понять просто во-первых, референс, ну, пример
Хорошо. Во-первых, это можно все посмотреть. Все, что Да, я сейчас мы скажу, оставим можно ссылку. посмотреть Да. на моем YouTube-канале польском. Там есть приколы. Я хочу, перед тем, как я их скажу, хочу, чтобы вы понимали, что я к польскому выступлению подхожу стратегически. То есть это стратегия. блядь. Это вот на иммигрантов я могу выйти, у меня сейчас такой уровень, я могу типа собрать... Импровизацию сделать, даже да? не импровизацию, То есть, типа, собрать 10-минутное выступление за час до выступления. Такой, что бы я хотел сейчас рассказать людям, и как бы это было смешно. То есть Ого, я это вот... уровень. Фристайла Да. Рокамакафо, Да, да? То есть я вот настолько вот уже понимаю сознание аудиторию. Контекст, да. К выступлению на польском языке я реально стратегически подхожу. Это как морской бой. То есть у меня есть сегмент, где я такой, я сейчас рассказываю, какой я украинец в Польше и как мне тут... Да. Вот, потом у меня есть сегмент, где я такой, а сейчас я вам расскажу что-то из личной жизни, про какую-то, про опыт в работе, про отношения, может, про какие-то ситуации. У меня есть бит про то, как меня полицейский польский остановил. И что, и он уже вот меньше заходил, чем вот это вот, где я украинец в Польше, которому сложно, вот поляки, вот смотрите. Вот, и всегда у меня в начале идут каких-то 2-3 коротких шутки, чтобы они такие, так, мы поняли, да. сейчас мы... Чтоб и меня тоже этот смех расслабил, потому что я с акцентом начинаю, и если долго нет смеха, я такой, ну все, я иду работать в бедронку, я бросаю. Да, блядь, все. А в бедронку сложнее и сложнее попасть, на минуточку, потому что там уже не Спасибо. украинцев берут, там уже Азия пошла, Средняя Азия. А я видел, в Казахстан, бедронке народу Узбекистан, Дашинского да. до Азия А в живет. такси тоже не прорвешься. У тебя был, по-моему, Я, канал. на я эту буквально тему. сегодня выложил, реально анализирую последние проезды, все там Афсун, Тариэль, Малхаз, ну типа нет украинцев все уже в Угории. Говорят, что 22 год очень сложный для украинцев. Это все потому что я приехал в 15 году, и вот украинцам было сложно в 15-м, потому что в Жабках еще говорили на польском. Вот, то есть они такие, о, нормально, вот Свой, это вот, свой давай чувак, мне, да, давай, да. Ну, кстати, мне нравится эта шутка, она показывает временной она ж- контекст, в и она котором мы трушная, живем. И она Она трушная, очень они же трушная. это видят тоже, они же как бы Конечно. сталкиваются, в жабку-то ходят. Конечно. У меня есть наблюдение про них, что в 15 году, чтобы заработать 500 злотых, нужно было иметь как минимум работу, а не ребенка. Да. И они Да. такие, О, ты подметил прям. Это правда, в 15 году ввели эти 500 плюс. Ага, и ты прям Ты- посмотрел, да, когда да. их ввели. Ты представляешь, и насколько это- сложно быть смешным, насколько, чтобы сделать стендап, Да. надо проживать вот это Конечно, все, ты чтобы должен- замечать и Да. потом А для выдавать. этого нужно ты должен подмечать. как можно Ого. больше жить. Как Да. можно больше жить, проживать, да, Представь, ситуации. как жизнь — это твоя работа. Строил. Сейчас я уже пытаюсь типа строить выступления, чтобы я вот игрался с их разумом, с их осознанием. То есть ты стараешься не эксплуатировать тему. Стараюсь, да, больше. иностранца, да? Я ее эксплуатирую уже чуть-чуть в начале, потому что у меня Для все равно прогревчика. страх, что я выйду и такой, ну вот, может это во мне проблема. У меня все равно есть страх, что я выйду и такой, знаете, у меня есть девушка, и недавно мне сказала, они такие, так, подожди, чувак, что с акцентом? Какая девушка? Ты кто такой? Объясни сначала. То есть с шуткой про себя как иностранца ты подсвечиваешь этого Конечно. слона, которого и так видно. Конечно, я ввожу их в контекст, что сейчас будет с акцентом, я украинец, Класс. я вот такой чувак. А потом уже начинаю в личные темы Вот так входить. вот все. Покупайте курсы по стендапу. Да, один из примеров игры с ними, вот с поляками, это бит про такси. Я начинаю с онлайна, говорю, что я, к сожалению, сейчас для вас очень коротко выступаю, потому что меня ждет Uber. Смех, я говорю, а в салоне сидит клиент. И тут они и дальше вот я их словил на этом моменте, и дальше я начинаю играться с тем, что переворачиваю ситуацию, говорю, ну вы, конечно, как поляки, народ интересный, и, ну типа, вам вот украинцев в Uber подавай. Вот, ну, у вас, я уверен, в Польше никогда не появится такси беспилотное, потому что вам украинца в Uber подавай. То есть, видите, вот тут Да, вот момент, да, что да. я говорю, что прогресс далек. Это как раз про то, что поляк, хочет быть паном. Несмотря на что, он хочет на своей земле оставаться паном. Мгм. Ну, то есть, и мне хочется больше вот такого, где я через призму того, с чего они угорают и что им нравится, показываю, что вот тут проблемка, чуваки. Да, будет больше автомобильных такси, меньше украинцев в Uber. И что, блядь, уже на красный проедете, да? Спешите.
домой на вечеринку. Да. Уже у вас никто сигареткой не угостит в салоне. Добрый вечер. Вот такие вот штуки мне сейчас нравятся. Я пробовал с политической темой играться, и у меня всегда это не получалось. То есть абсолютно. А что это? Типа, Это политика вот Украины, типа на местную Польша? политику. Нет, на местную политику, да. Но прям я на я местную. заходил со стороны конфедерации. Здесь есть ультра, я не знаю, как Левые и правильно, правые? Ты пойми, кто они. Короче, конфедерация, которые такие, посадить бы всех украинцев в автобусы расстрелять. Вот они такие штуки заявляют в интервью. И Кшиштоф Босак, есть такой чувак, он в 2020 году баллотировался в президенты. Чуваки за него проголосовали 8 с чем-то процентов населения Польши. Ого, Это не это несколько случайно. миллионов поляков. Это и я смотрел его интервью, и у него меня просто вот эта вот штука, я пытался это полякам донести. И он говорил в одном интервью, он говорит: все вот это украинизация Польши, все под украинцев подстраивают. Я на паркинг заезжаю, и я не понимаю, как мне припарковаться. Вот такой на польском регулямен висит, вот такой вот висит. А для украинцев 2 предложения написали. Как мне... И я такой: чувак, ты кандидат в президенты, ты не можешь запарковаться. Давайте второй тур будет проходить как тест парковки на выборах президента. Я вот пытался вот в свои переживания вот этих их вести, и вот сколько раз я не делал, это все на уровне типа, ну прикольно, чувак. Не было разъеб такие. Ну, потому что Окей, это окей, наша окей, Польша, окей, и только окей. мы можем Как про ты, нее тут судить. вопрос. Если бы на эту тему шутил поляк, 100% было Зашло. бы лучше. 100%. получается, тебя дискриминируют? Ну, я бы так не сказал. Прям так откровенно. Но вообще-то напряжение, да, но но все вообще-то равно, да. но напряжение чувствуется. Когда чувствуется напряжение, я не ты люблю, же когда чувствуешь, да. напряжение есть в зале. То есть у меня Может, так... тебе надо сбросить напряжение? Может. У меня так было и с наблюдениями про польские города, что я там такой: вот этот город не очень, вот этот вот. И они такие: не надо нахуй так Извольте. про Аполе, блядь, говорить. Обцекраевец. Да, Да, то есть да, тоже да. чувствуется напряжение. Вышел бы поляк, вообще, я готов провести эксперимент. Я дам эту шутку Материал, поляку, да? вообще вот это, я уверен. Класс. Это, кстати, офигенный эксперимент, да, такой? Да. Дать Ну и поляку. такая частичка, видите, типа наша Польша, и только мы можем с нее шутить. Наши политики, и только мы можем их поливать грязью. Да. Вот. Типа ты можешь эксплуатировать огульне, да, Да, какие-то темы, да. там секс, да, там, окей, религию на тебе, она тоже общая, на тебе там бедренку, такси, бытовуху, да, но вот типа как будто не переходи, Власть, да. не переходи на личности, да. Я делал эксперимент, я делал тур на польском. Вот в 23-м году у меня был тур чисто на польском языке. Это вообще... А тур это прям ты физически ездил по городам? Да, и тур это все отказывался запланированный, да? в каждом городе я выступал на польском. У меня запланированный какой-то тур, и потом в конце этого я отснял, у меня есть там последний видос, получасовой такой мини-концерт, я отснял в Варшаве его, и это экспириенс, я думал, никто не придет, но Ты отважный человек. Ну, слушай, на я польском- людей пришло. Да. Людей пришло. Я, правда, рассчитывал, что будет какой-то баланс между поляками и иммигрантами в зале, но иммигранты перевесили, Победили, да. к сожалению. Нам надо хлеба и зрелищ. К да. сожалению. Пришли поляки, которые в контексте иммигрантской тусовки, которые с кем-то в отношениях, да, у кого-то кто-то друзей привел, и они такие: нормальный чувак, нас разъебывают, нам нравится. И я вот такой вот момент прожил, мне очень понравилось. Я к чему вел, мне сложно балансировать между приколами для иммигрантов и приколами, короче, для поляков. В соцсетях в плане. Я вот что-то нарезаю, я такой, все, это точно для иммигрантов. Все, они такие: шутка про борщ, все, разлетелось. Миллионы просмотров для иммигрантов. Вот Ты такая заливал в штука. ТикТок, да? Ты рассказывал, что ты именно польский ТикТок делал. и Да, заливал я туда. делаю польский ТикТок, делаю польский YouTube. Да, и там Где вот... у самурая нет цели. А что они Самурайский. в плане, ну, в плане интертеймента, да? Как они как клиенты, и что они просят, каких развлечений они просят? Каких хлеба и зрелищ? это они Офигенный просят? классно, вопрос, у это нас классный как раз там вопрос. было, да. Это классный вопрос. Я здесь у меня есть четкая позиция, что все-таки иммигранты приходят на выступление, чтобы их повеселили. Повеселите меня. Поляки ходят повеселиться. Вот они такие: мы пойдем на стендап повеселиться. Мы знаем. Объясни эту разницу вот ментально, Да, или да. как это в реальном мире проявляется. Типа там не кружите думаю. меня, да? Что типа, да, то есть у мигранта запрос такой: ну да, блядь, весели меня.
Вот много вот таких вот есть людей. Я, как бы это громко не звучало, у меня есть какой-то уровень популярности, уже на меня приходят люди, которые знают, чего ожидать от меня. были на Андрея стендапа, И уже... он классно выступает. Спасибо большое. И уже меньше вот этих людей, которые... Ну, потому что ты их сразу же дергаешь и начинаешь с них троллить. Потому что это невозможно нахуй ебало смотреть. Ты приходишь на стендап все с грустным ебалом, атмосферу все равно делает зал. Да. То есть вот в каком настроении ты пришел, в таком ты и проведешь стендап, какой бы он ни был, смешной или не смешной. То есть уровень ожидания у них ниже получается. Да, уровень ожидания гораздо ниже. Кстати, и в сервисе, в наших клиентов, в сервисе тоже то же самое, во всех бизнесах, там Хорика и так далее, ниже ожидания по уровню сервиса. Но поляки меньше покупают, то есть иногда заведение зависимо от того, чтобы зрители покупали напитки какие-то, поляки меньше покупают. Я со своих стендапов для мигрантов ухожу, и у меня завалены коктейлями какими-то. Ну, а ты с поляками ходил на пиво? Ходил на пиво. Вот но они по пивку угорают больше. Да, так они вот просто пиво покупают и все. Может, сейчас что-то поменялось, да, наши привезли кучу закусок. Я когда ходил еще в Кракове, там мне были кенты поляки, я говорю, давай на пиво. Мы ходили, и вот он покупал только пиво, а я такой, а где пожрать? Ну, типа, пиво, это значит, надо первое, второе, третье пожрать. Да. Ну, в основном вот они потребляют, они на контент приходят, то есть они... Интересно про вот 5 95-х кварталов, да. Ну, как аналог, кабареты, да. Кабарет. Я не знал, и так как-то забыл вообще. Раньше это же существовало, да. В принципе, получается, 95-й квартал, они вообще создали такую товарную категорию, нишу создали. Да. Да? Но а это в Америке изначально это было или нет? Я смотрел документалку про Джона Карлина, это легендарный по каким-то меркам американский стендап-комик. И вот, когда он начинал на радио, а потом он начинал на сцене, и они показывали с чуваком номера. Вот. Потом... Типа сценки, да? Да, типа сценки. Они в костюмах были, в рубашечках. Это переняли в Советском Союзе, делали там Карцев КВН, и еще кто-то. Потом КВН начался. Ну, типа, в любом случае, вот оттуда. Все. Но в любом случае артист пытался быть всегда автономный в Америке. Всегда автономный. Чтоб не зависеть ни от кого. Ага. Ну, слушайте, там у части нации даже есть, типа, кто по юмору прется, у них есть мечта, типа, выйти и выступить в стендапе на сцене. Знаешь, как люди себе ставят цель на этот самый. Ну да. Я не встречал такого в Польше или в Украине. По покупательской способности я обратил внимание, конечно, сложно поляка двинуть. Вот прям что-то лишние должно... злоты. Что-то должно... что-то должно произойти. Ну и типа и билеты... Я делаю, наверное, самые дорогие билеты среди всех польских стендап-комиков, если брать какие-то малые залы. Я не беру концертные, прям супер концертные площадки, где там суперзвезды выступают. Если там, моего уровня брать, у меня самые дорогие билеты, и мне поляки такие, чувак, ну типа 70-80 злотых, я говорю, да, а у них типа 40-50. Говорю, чуваки, ну а как зарабатывать? Ну типа я налоги плачу. У меня единособоводевальность. Да, я налоги плачу. И факт, я делаю первый ряд всегда дорогой. У меня всегда дорогой первый ряд, и он всегда покупается первый. Это вообще магия какая-то. У меня было несколько дискуссий с поляками, они так вот снимают сторис такие, как всегда, первый ряд пустой. Я ему пишу, сделай в 2 раза дороже. Он такой, я никогда это не сделаю. Я говорю, чувак, его раскупят сразу же. Он такой, нет, пусть лучше первый ряд будет пустой, но я никогда не подниму в 2 раза дороже билеты. Ребят, читаю интересные исторические факты. Минутка Душнилова. Давай. Место в истории. Первое. Средневековье. Польша как государство возникла примерно в X веке. Факт номер 1. Речь Посполита. В 1569 году Польша объединилась с Великим княжеством Литовским, образовав мощное государство Rzeczypospolitą. Невероятно. Третье. Разделы в Польше, ну как бы разделение, да, Польши. Интересный факт, что Польша достаточно долгое время была как бы в целом разделена, расчленена, и такой государственности не существовало очень долгое время. Украина постоянно исторически все равно как-то хоботилась и оставалась хотя бы центральная часть Украины. Половину забрали русские, половину поляки, но центральная часть еще там оставалась. Аутентичность, да. А у Польши интересно то, что в 1700-х и 800-х годах из-за внутренней нестабильности и давления соседей России, Пруссии и Австрии Польша была разделена,
и перестала существовать на карте вплоть до 1918 года. Ого. Представляете, сколько Туда времени? про Первую мировую. Да. Слушай, а потом опять как жидкий металл собралось. И потом Польша, поляки, внимание, собирают раму. Нормально так собирают в 20 веке. И Польша сыграла ключевую роль в межвоенной Европе, да, потому что у нас тут уже Первая и Вторая мировая война. Уже неслось. Знаем историю, да, и в 1989 году солидарность стала движущей силой, приведущей к падению коммунистического режима. Да. 1989 Слава год. богу, этих коммуняк вы... Да, то есть к чему эта история, да, то, что при всех этих проблемах, а мы знаем, как буквально там за 10, за 50 лет можно ментально разнести общество, можно его разъединить, можно ему Поссорить, да. дать правильный язык, другую культуру, и мы знаем и понимаем, что происходит. Можно я от себя 3 факта интересных добавлю? Да. Накидай. Вы представляете, они сохранили и донесли Полностью испокон веков пересобрались, да. все то, что мы сейчас имеем. Да, они вообще умнички. Я восхищаюсь поляками. Поэтому, пожалуйста, когда как бы поляки говорят там типа польская для поляков, да, на самом деле это они защищают свой какой-то культурный код. боль, да? Да, это Такая. их культурная боль, что так произошло. 3 интересных факта, которые я узнал, когда ездил со стендапами по Польше. Первый — это в начале 2000-х подняли в Щецине архивы, и оказалось, что Гитлер был до сих пор почетным гражданином Щецина в начале 2000-х. И его публично исключили из почетных гражданинов города Щецин. Второй интересный момент, который я узнал. До 2019 года в течение, кажется, 9 лет не было железнодорожного сообщения между Варшавой и Люблиным. Ого. Люди могли попасть или в Варшаву, или в Люблин на машине объездами какими-то. Все это было в ремонте, представляете? Люблин был отрезан от цивилизации буквально. Да, сходите на польских комиков каких-нибудь. Да, я Хотя бы один раз. Я смотрел один польский стендап в Ютубе, и именно стендаповская история, она мне еще, с учетом моего уровня языка, ну, как бы свободная. Не свободная, далеко не свободная, и я думаю, в том числе мне поэтому не до конца было смешно. Если я, короче, вот эту старую школу слушаю, то мне вообще как-то не смешно, я не понимаю, типа, я прям, не понимаю, о чем они шутят, я пытаюсь, тужусь, но я не понимаю. Новое поколение поляков и польских шуток, я типа более-менее там, ха-ха, интересно. Я слышал шутки про немцев, поляки шутят про то, какие немцы медлительные. Я такой, получается, это не только украинцы про это шутят, про немцев, а еще и поляки это тоже понимают. Так они к нам близки. Слушай, там столько много общего. Я звоню сегодня сестре, тоже пообщаться на эту тему, говорю, что ты можешь сказать? Ты живешь в селе, польском селе, у тебя окружение одни поляки, там хочешь украинцев найти, не найдешь. И все. Она говорит, все живут она говорит, все в Варшаве живут, да. Она говорит, у нас, говорит, столько общего. Говорит, мы в детстве смотрели одни и те же мультики, оказывается. Ну, там те, кто 35-37 лет, да. Мы смотрели одни и те же мультики. Мы, говорит, в детстве все это кидали карбид в воду, и он взрывался. Говорит, у нас одни и те же приколы с детства и так далее. Там, на самом деле, если копнуть, то, Да. очень много похоже. Потому что тут совок тоже побывал, конечно. Все эти фотки старые в Варшаве, где эти уазики ездят, я смотрю такой, да пиздец, как будто Совок. обратно вернулся в Макеевку. А по поводу Ютуба, интересная история. Мы для одного клиента, нам надо было собрать местных инфлюенсеров, ну, как бы узнать, там, прорекламироваться и так далее. И мы когда начали собирать информацию, кто-то там в ютуберов в такой-то теме и так далее, и столкнулись с тем, что люди от 5000 подписчиков, Уже инфлюенсеры. но Да. они прям уже косты ставят, уже прям Да. серьезно, вот тебе донат, вот косты, вот тебе мерч, а вот, Вот тебе райдер. Да, вот так. То есть да, у нас типа 5000, ну как бы. Тут даже среди поляков и полек, да, тут же история, вот история от моей жены, да, она одна из первых, кто в Кракове начал заниматься наращиванием ресниц, то есть она туда эту культуру еще с Украины одна из первых завозила, да, причем когда она приходила в салон, хотела устроиться, покажи, что умеешь, она показывала, они ее, ну как бы готовы были с руками, ногами брать, потому что так никто не делал. То есть Ее до сих пор называют в Кракове Нади Лашес, если что. Нади Да, Лашес, да, да. класс. То есть там, где ты учился, я преподавал. Да, примерно и уровень, понимаешь? получается, на тот момент польки вообще этим не пользовались. Понимаешь? Чем, И ресницами? 10 лет назад, ну, как бы они не заморачивались так сильно насчет внешнего вида, по ощущениям, Да. там не заказывали так условно в салонах красоты, не одевались так и так далее, потому что не было конкуренции.
Потому что наши потом Приехали наши малые, да? Да, и да, сказали, да. И Ну, как завезли будто эту- ощущается, да, такой вайб, что вот завезли тюнинг из Украины. Украинский тюнинг, да? Но я завезли? все равно, я иду вот по Рондо Дашинскегу, я вот могу выкупить вот полька или украинка. Да, Вот да, да. все, кто Издалека. все, кто не в шубе, это польки. Паленых. И мне нравится, знаете что? Они не будут за последние деньги либо в кредит покупать дорогой автомобиль, зная при этом, что у них там трусы дырявые. Мгм, Вот не мгм. будут вот эту показуху Ну, делать. они точно Да, хотят да. быть, а не казаться. Да, да, это Ну, на хорошо, самом деле мы хорошая сейчас история. плавно переходим к последнему вопросу, Мгм. который звучит так. Так все-таки, какой культурный код поляков? Я хочу, чтобы каждый из вас подрезюмировал О, давайте. таким одним, двумя, может, тремя предложениями. Какой же культурный код поляков? Что же это за люди? Хотят, чтобы их не заебали политически, на полном серьезе. И люди, в чьей стране происходит много нового, и они реально готовы для этого много нового. И много новых украинцев, и много новых стендап-комиков, и, я уверен, много новых других людей в творческих сферах. Я просто не особо слежу там за пением или за художниками. Поляков очень много. Поляки в кинематографе довольно сильные люди. Лодская киношкола одна из лучших в Европе. Гданьские киношколы вообще занимаются Шахмат. голливудскими, блядь, работами. Не знаю, если вы видели фильм «Спасибо, Винсент», который нарисован в стиле, весь фильм рисован в стиле Ван Гога, это все делали в Гданьске. И, по-моему, делали поляки. Ну, то есть поляки принимают как внутри своей страны какое-то участие в развитии всего и творчества, и бизнеса, и так далее, так. И на международной арене поляки сильные ребята. Поэтому культурный код — оставаться поляками. И двигаться к польскому паспорту. Да, и двигаться к польскому паспорту. Вот. И чтобы их не заебали политически. Польша — это Украина, которая смогла Мгм. раньше, ну, как бы выйти из совка, из вот этого, и начать строить, при этом она не, ну, как бы не оброслась евро, не сама сохранила свою вот эту самоидентичность, и одной ногой в Евросоюзе, второй ногой мы дружим с Америкой, с Англией отдельные отношения Мгм. строим, с Великобританией и так далее, и так далее. То есть вот это вот нравится. И вот эта Польша для поляков, если взять хорошую ее сторону, да, это как раз таки вот сохранить свою самобытность. Они ее теряли, исходя из исторических фактов, да, и поэтому они ее берегут. Мне кажется, что Украина тоже к этому придет. Это первая история. Второе, семейные, порядочные, в большинстве своем законопослушные, аж до дотошности и перепуганности, чуть-чуть в этом плане занудные, но очень похожие с нами по ценностям, потому что они, ну, тоже глубокие. Мне кажется, это из семейных ценностей и из веры идет. Потому что вера тут — это не маркетинг. Тут прям люди, они по воскресеньям ходят в церковь не потому, что их заставляют или потому, что там классно поют, да? Да, это правда. Да, Это, да. кстати, правда. Да. Это Это не правда. так, как И- наши малые... У моего друга была... Ты задел нежную тему. Да, у моего друга была ситуация с детьми в школе. Это показатель, насколько религия важна в системе, Да. в которой они участвуют. От религии можно отказаться в школе, чтобы твой ребенок не ходил на религию. Это нормально, она по выбору. Мой друг отказался, и потом в среднем балле, средний балл, средняя оценка у ребенка была занижена. Они смотрят финал оценок, а так как ты отказался, тебе просто везде нули въебали. То есть это не просто ты отказался и такие в твоей жизни не нет, оно осталось в системе. Просто Просто мы тебе на лист ставим. Да, мы просто тебе поэтому нулиста. И поэтому всё, ты да. не очень хороший ученик по системе оценок, потому что не ходил на религию. И при всем том, что там в интернете разгоняют про отношения к украинцам и так далее, я помню эти истории во время войны, как они вписывались. Помнишь первые месяца, когда мы Да, прикрутили бизнес и начали там волонтерить, у нас там был волонтерский штат в Кракове. Ну, нам выдали огромный кабинет, там почти 100 квадратных метров сидело белорусов и украинцев, тьма, вот так вот. И поляки приходили и отдавали ключи от своих машин заправленных и говорили: нате вам машины, ключи, едьте на границу, ну, типа, забирайте своих и так далее. До сих пор ну, там, мы там созванимся, спишемся, до сих пор они все вписываются и так далее, поэтому они могут как бы покрикивать, поматюкаться, типа украинцы там спердалайте, щестоны и так далее, но на самом деле мне иногда кажется, судя по тому, что я слышу от клиентов и так далее, что украинцы на украинцев больше гонят, чем поляки на украинцев. Да, есть такой вайб. Поэтому, ну, при всем этом они очень Я такие... согласен. Ну, Ну и про какую мы говорим украинизацию, если в билетоматах украинский язык появился в 21 году? А заходишь в бедронку, и там написано сейчас на польском, и снизу на украинском. У нас сегодня был прекрасный экскурс в мир культурного кода. Обсудили
много всего спонтанного и рандомного, и чуть-чуть и культуру, и политику, и смех. И похейтили. Да, и похейтили. Вначале мы так вообще залетели с ноги и начали просто стрелять с пулемета. Какой бы я образ нарисовал, да, вот как картину, которую мы тут видим, постараюсь тоже для людей нарисовать какой-то образ. Поляки — это общество, страна, которая заплатила исторически, да, заплатила очень большую цену за то, чтобы быть сейчас в том месте, где они находятся. Они очень сильно это ценят. Исторически в школах, в университетах, в обществе это постоянно упоминается и напоминается. Да? В каждой стране это происходит. Не забывай свои корни. Да, есть символика в каждой стране. Мы же знаем, как работает этот маркетинг. Да? Конечно. Но здесь они очень это берегут, потому что как общество они помнят и знают, какую цену они за это заплатили. Да? И эти факты это подтверждают. Это такая... Я вот когда-то изучал именно этот момент, когда Германия напала, да, на Польшу, вот отдельно это изучал, и это такая, знаете, сформированная у них национальная травма на тему предательства, которое может совершить сосед. Сосед, да. Да? Поэтому они так чувственно относились к тому, что происходит там, в Украине, особенно після повномасштабного, да? Потому что у них была идентичная ситуация. Вот. Много всего смешивается, исторических фактов, да, мы знаем, что Волынский вопрос были евреи в Украине, были евреи там, потом там напали, там завоевали. Опускаем, да, это, но они да, страна... Политики уже давно поизвинялись за эти все да, вопросы. уже 10 раз вот это поднимать, это реально... Мне когда в интернете это поднимают, я думаю, уже. Да, Меня тогда не было. Какой-то 18-летний волынец, да? Волынец именно. Говорит, я помню. С Волыной, я помню. Не, нам до сих пор пишут часть поляков, типа, помним про Волынь, да, в комментариях. Я говорю, я им отвечаю, здорово, я тоже помню. Все помнят. Здорово, когда есть память. И поэтому это страна, которая ценит, поляки, да, люди сами, это люди, которые ценят свою идентичность, следят за ней. Для меня это открытые люди, это люди, с которыми я лично смог найти общий язык. Мне кажется, что это душевные, да, душевные люди, с которыми я могу даже на своем ломаном польском найти общий язык и поговорить на какие-то близкие мне, как украинцу, иногда даже интимные темы, на которые я бы не смог поговорить там с американцем. Вот мне почему-то кажется, что с американцем, там, я не знаю, с бразильцем, с японцем я бы не смог так глубоко поговорить на такие темы. Еще да? и на польском, конечно. Еще и на польском с японцем, да, поговорить. Как я это делаю с поляками, поэтому это однозначно близкие к нам люди. Ментально безопасные. Ментально безопасные. Люди, которые любят свою страну, которые защищают свои интересы, люди, которые любят спокойствие. Мы это уже с вами сегодня методом эмпирических исследований поняли, что на воскресенье, на стендап двери тебе никто не откроет. Да, редко. Редко, даже за X2. Нужен специфический подход, нужно терпение и принятие нам, украинцам, потому что все так быстро меняется. В начале полномасштабного они нас любят, потом вроде бы начала разгоняться тема, что нас не любят опять, хейтят. Сейчас вроде как-то вот мы где-то посредине зависли. Я вам скажу так, если, шутку скажу, можно? Да, конечно. Если позволите, да? Да, конечно. Если у вас был плохой секс, то это не значит, что все им занимаются плохо. Да? Не делайте выводы только по одному кейсу. Также и с гонениями украинцев в Польше не делайте, пожалуйста, выводы. И, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если вам было полезно и ценно, то поддержите нас комментом. Своими историями. Историями. И ходите на стендап, поддерживайте местных артистов, им надо платить ЗУС и налоги. Да. Амен. Спасибо. Спасибо. Спасибо за просмотр этого видео. Верю, что это было для вас полезным, и если так, поддержите нас, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал, и внизу под видео есть форма комментариев. Задавайте ваши вопросы, обсуждайте выпуск, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.